prêts? Ouais, ça tourne. Alors, le son tourne. On n'a pas fait le TC, mais on s'en fout. Bien. Ouais, non, c'est bon. Alors, est-ce que la caméra tourne? Oui. Alors, Let's shut the door. Дверь закрыта, да? Вот это я имею в виду. Okay, we're rolling, right? We'll be rolling for 2 hours now, so let's settle down. Владимир Олегович, расскажите немножко про себя, про время конца перестройки. Какое тогда было время, настроение, и как так получилось, что вы начали заниматься бизнесом? Я родился в такой обычной советской интеллигентной семье, где отец был работником внешней торговли, а мама доктором. И поскольку отец много разъезжал по разным странам, то он и меня с собой, естественно, возил. Я и начальную школу закончил в Турции, и много наблюдал за работой отца. Поэтому для меня выбор профессии был очень простой. Я с самого детства решил, что я пойду по стопам отца. Ну и мне в семье внушали, что это накладывает большую ответственность и что нужно готовиться. А дело в том, что работники внешней торговли в советское время, это, собственно, и были такие советские бизнесмены, которые заключали контракты, сделки, вели переговоры с иностранцами. Вот. И, конечно, такая советская, но модель бизнеса. Поэтому я тогда еще не знал, что я хочу быть именно бизнесменом, но бизнесменом уже хотел быть в очень раннем возрасте. И меня как-то вечером во дворе бабульки спросили, вот, а кем ты хочешь быть? Ну и все отвечали, кто космонавтом, кто пожарником. Вот. А я хотел быть экономистом, как папа. Вот. Поэтому для меня дорога представлялась очень такой ясной. Вот. И я, собственно, по ней с самого начала и шел. Поэтому я и, старался с детства делать себе карьеру. Меня даже многие одноклассники за это упрекали. Говорили, вот ты такой перспективный мальчик. Я говорил, а что в этом плохого? Ну, ничего, просто подозрительно. Вот. И я и школу с золотой медалью закончил, и много общественной работой занимался, и в институте потом. Вот. И, собственно, закончив один из самых престижных на тот момент институтов, МГИМО, такой аналог американского Гарварда, что ли, в те времена, по крайней мере, это так воспринималось. Вот у меня была почти неизбежная дорога в бизнесмены. И я готовился к своей самостоятельной роли как бизнесмена вместе с тем, как развивались события в стране. Сначала я не думал об этом, просто старался сделать карьеру, старался как-то отличиться, что называется, и набрать необходимую квалификацию. А когда начались перемены в стране, сначала перестройка, большая открытость, и то, что было запретным плодом, общение с иностранцами, возможность заниматься каким-то своим бизнесом, это стало проявляться. И тогда у меня появилась мысль о том, что, возможно, это было мое призвание. Просто нужно теперь этим попробовать, можно попробовать этим заниматься не под эгидой министерства, а самому на свой страх и риск. Так что это желание у меня такое вызревшее с детства, и, возможно, поэтому я первое время, когда все это в стране случилось, более комфортно себя чувствовал, чем многие другие. В каком-то смысле в этом у меня было большое конкурентное преимущество. Я и видел много, и участвовал во многом, и тренировался такого рода бизнесом заниматься, и переговоры вести, и внутренне был готов. И как все началось? С чего вы начали? Ну, началось с того, что я довольно долго наблюдал за кооперативным движением. Меня многие знакомые привлекали для того, чтобы я их консультировал. Я сначала это делал просто из дружеских соображений. Потом даже была мысль это в какой-то бизнес превратить. Вот. Но я довольно долго терпел и оставался в Министерстве внешней торговли. Уже многие мои знакомые разбогатели, получали уже там в тысячах рублей в месяц доход. Я продолжал сидеть на 180 рублях в месяц и, так сказать, ждал, пока дозрею окончательно. Но в 90-м году я решил уйти из министерства и создал внешнеэкономическую ассоциацию. Тогда это было разрешено создавать ассоциации, в которые вступали различные предприятия, и эта ассоциация от их имени вела внешнеэкономическую деятельность.
К тому времени появилось много новых предприятий, новых субъектов, так сказать, которые хотели вести такого рода деятельность, но абсолютно не понимали, как это делать. Вот. И, соответственно, я для них осуществлял организацию импортных и экспортных операций, получая комиссию. То есть фактически свои знания и опыт, который я приобрел на работе во внешней торговле, я стал применять уже сам, ведя внешнеэкономическую деятельность различного рода предприятий. Самые разные предприятия там попадались. От небольших кооперативщиков, которые что-то такое по мелочи хотели сделать, до организаций, которые впоследствии выросли в крупные структуры. Например, Олби Олега Бойко, Микродин Зеленина и Ефанова. Начинали мы все вместе, и в какое-то время я обеспечивал их внешнеэкономические операции. Ну и были совсем мелкие вещи. Я, вот, например, навсегда запомнил свой первый контракт. Он был с Академией коммунального хозяйства, и мы покупали автомобили с необходимым оборудованием для различного рода экологических замеров в Польше, во Вроцлаве. Вот я летал во Вроцлав, принимал эти машины, смотрел, как они отправляются. Вот это был первый контракт, я на нем заработал 11 тысяч рублей. Вот, запомнил на всю жизнь. А как вы вообще восприняли события, которые тогда происходили? Я имею в виду распад Советского Союза и последующие реформы. Ну, мы, почти все люди моего поколения, были воспитаны на любви к своей стране, на любви к Советскому Союзу. Поэтому его распад вызвал чувства очень тревожные и грустные. Как я уже сказал, я много занимался общественной работой, карьеру делал, и все это у меня было связано с восприятием действительности вокруг меня, ну вот такой, какой она была. Я был активным комсомольским работником, меня часто выдвигали на выборные должности. Кстати говоря, это тоже мне помогло немного получить такую привычку иметь ответственность за других людей, а не только за себя. Когда их нужно организовать, как-то за них, за всех, что называется, ответить. Вот пусть это было немного искусственно, но все равно это давало определенный навык. И поэтому для меня это было тяжело. С другой стороны, открывались огромные возможности. И я, начиная свой собственный бизнес, рассчитывал на то, что такие возможности будут и что их можно будет использовать. Поэтому такое смешанное ощущение тревоги и ностальгии с надеждой на то, что что-то можно будет сделать лучше, интереснее. Да и вообще мне показалось, что в тот момент, пока еще не начались реформы и все, так сказать, тяжелые последствия этих реформ, у многих людей была вот надежда на что-то такое лучшее, новое. Вот. Поэтому вот такая смесь, так сказать, рефлексии и надежды. И вот когда начались уже гайдаровские реформы, отпуск цен, приватизация, вы следили за этим, и как вы к этому относились? И как тогда относились, и ретроспективно, что вы сейчас думаете про это? Конечно, я следил за реформами Гайдара. Собственно, что еще было бизнесмену в тот момент делать? От этого зависело практически все. Как пойдет развитие страны, какие будут условия не только для развития бизнеса, а вообще для жизни. Вот. И понятно, что, вернее, непонятно, а возможно, и, по-моему, главной причиной того, что Советский Союз распался, было то, что созданная система, базирующаяся на той идеологии, она оказалась недостаточно эффективна. И главное, что там отсутствовало, это, на мой взгляд, личная заинтересованность людей. То есть мало было мотивов для того, чтобы работать хорошо. В режиме подвига эта страна работала, а в режиме обычной каждодневной работы что-то начало пробуксовывать. И низкая эффективность привела к тому, что при неблагоприятных внешних условиях, там, цена на нефть упала, еще там какие-то факторы, просто не выдержали экономического соревнования и показали свою неэффективность. Людей стало нечем кормить. И поэтому даже такая мощная идеологическая машина, которая десятилетиями строилась, она начала сначала давать сбои, а потом полностью развалилась. И ее нужно было заменить другой машиной. Опять же, какой машиной ее можно было бы теоретически заменить? Но перейти от социалистической системы, плановой, с распределением, с уравниловкой и со всеми, так сказать, изъянами такой топорной плановой экономики, перейти к рыночным условиям. То есть, что такое рыночные условия в моем понимании? Это когда есть
частная инициатива и ее роль доминируют в экономике, в создании ценностей. И второе, когда есть условия конкуренции, когда есть вот то, что мы называем рыночными условиями. То есть когда способность людей производить товары и услуги сравнивается со способностью других людей. И вместе это в этой конкуренции и вырастает рыночная экономика, рыночные товары и услуги. И у правительства Гайдара не было другого выхода, как сделать экономику рыночной. Из нерыночной – рыночной. Причем быстро. Поэтому ключевое решение, на самом деле, которое предопределило все, и переход к рыночной экономике, и непопулярность власти, и все последующие кризисные явления, конечно же, это было то, что отпустили цены, сделали цены свободными. И это привело очень быстро к крайнему обнищанию большого количества людей. Как я к этому относился тогда и как сейчас, честно говоря, отношение не изменилось. То есть мне, как тогда было жаль людей, которые обнищали, которые оказались в очень трудном положении, так, собственно, и сейчас. Но как тогда я считал, что это неизбежно, так и сейчас. Нельзя было по-другому перетащить страну из старого, так сказать, социалистического уклада в новую рыночную экономику. Можно ли это было сделать менее болезненно? Наверное, можно было. Можно ли было этого избежать? Конечно, нет. И я считаю, что критики того времени должны просто поставить себя вот на место людей, которым нужно было решить, как дальше идти. И один путь болезненный, но позволяющий возродить страну и поставить ее на нормальные ноги, да, через страдания, через несправедливость. Другой — остаться там, где мы были, и в каком-то смысле просто оказаться просто обреченными на дальнейшую деградацию. Я думаю, что и для Гайдара это был непростой человеческий выбор. Тем не менее, он его сделал, Ельцин сделал такой выбор. И это предопределило то, что Россия вернулась вот таким вот болезненным путем к нормальному состоянию. И поэтому вот по-другому как-то у меня рука не поднимается, язык не поворачивается это по-другому оценить. Кстати говоря, вот интересная история была в тот момент. Многие критиковали, естественно, Гайдара и вообще ельцинское, так сказать, правление в этот период, что выросли цены, но до этого, до того, как выросли цены, пропали товары. Просто нельзя было в каком смысле ни за какие деньги ничего купить. Просто не было ничего. По карточкам люди ходили и покупали там макароны или масло в магазине. Вот. А тут выросли цены. И главной проблемой стало, что не все товары появились, но не все их могли купить. И вот я как-то уже, наверное, лет через 10 после этих событий разговаривал с одним губернатором абсолютно коммунистического региона, и сам он тоже коммунист. Причем не потому, что у него в кармане партийный билет, а вот он правда коммунист, по убеждениям, по взглядам. Вот. И мы с ним разговорились, и он говорит: слушай, говорит, я, говорит, вот только сейчас понял, насколько Гайдар был прав. Я говорю: да неужели? Он говорит: понимаешь, вот у меня хлеба не было в регионе, и цены на него были взвинчены колоссально. И у меня не хватало уже денег, чтобы датировать производство хлеба. И я пришел к нему и говорю: ну это же, говорю, безобразие, надо сделать что-нибудь. А он мне говорит: отпусти цены на хлеб. Я ему говорю: ты что, с ума сошел? У меня и так цены до потолка взлетели. Если я сейчас их отпущу, вообще хлеба не будет. Он говорит: отпусти цены. Вот. Я, говорит, ему не поверил, накричал на него, пошел еще, мучился месяц-другой. Потом смотрю, ну все уже, делать нечего. Я думаю, ну ладно, в конце концов, если что, скажу, Гайдар сказал отпустить. И отпустил цены на хлеб. Ну и, естественно, через очень короткий промежуток времени появились различного рода частные пекарни, стали люди пытаться использовать эту вот рыночную ситуацию, и, к его удивлению, через 3-4 месяца ситуация с хлебом в этой области нормализовалась. И он говорит: я, говорит, даже не мог себе представить, как это просто работает. Вот. Но это просто работает в таких простых ситуациях, когда вот вопрос выживания: хлеб есть или нет. Выяснилось, что в более сложных экономических условиях это работает гораздо более сложно, с гораздо большими искажениями. Да? Но, тем не менее, вот этот рассказ губернатора-коммуниста на меня произвел впечатление. А кто это был, не помните? Я помню, кто это был, но он не просил меня, чтобы я не упоминал об этом, но разговор у нас был частный. Поэтому давайте оставим это так. Тем более, что это же был... Я беседовал с одним человеком, но поверьте, он представлял из себя вот всю эту когорту
коммунистически настроенных руководителей. И это в каком-то смысле прорыв, мне кажется, был в их коллективном сознании. Они же тоже продолжали критиковать методы, так сказать, которыми работало правительство там, и так далее. Но уже среди них появились тоже и бизнесмены, они уже там стали... Коммунисты тоже научились зарабатывать деньги. Ну, продолжая эту тему, расскажите тогда, что такое красный директор? Кто были эти красные директора и какую проблему они собой представляли? Красные директора в начале перестройки никакой, так сказать, проблемы не представляли. Это были люди, которых сейчас, ну и тогда, и сейчас принято называть крепкие хозяйственники. То есть люди, которые в большинстве своем прошли очень серьезный, заслуживающий уважения путь. Многие из них там шли из рабочих, кто-то из инженеров. Но это люди в основном не блатные, а пробившиеся, так сказать, и проложившие себе путь в определенной такой немного искаженной, но конкурентной борьбе советского периода. Где, кстати говоря, конкуренция с точки зрения кадрового движения была, на мой взгляд, довольно серьезной, с поправкой на всякие там блат и все остальное, ну что везде бывает. В этом смысле к кадровой политике, наверное, труднее предъявить претензии, чем к чему-либо другому. Так вот, это люди были уважаемые, знающие, болеющие за дело. И в той ситуации они в какой-то смысле были опорой страны. Но когда начались перемены, когда начались реформы, они оказались абсолютно не готовыми к тому, что им предстоит дальше делать. Так же, как рядовые граждане оказались не готовыми к этим рыночным условиям, высоким ценам и всем остальным, и у них начались проблемы, ну, у них лично и в семьях. А эти люди, они ведь такие же были, просто более продвинутые, более сильные и на более высокой, так сказать, социальной лестнице, что ли, да, состояли, на более высоком месте в социальной пирамиде. Но они, не понимая, что нужно делать, и совершая ошибки, они за собой тянули целые коллективы и целые предприятия. Вот в этом и была их проблема в начале, в середине 90-х, что, будучи не готовым к этим новым условиям и не владея знаниями и, я уж про опыт не говорю, управления в этих новых условиях, они упорно действовали по старинке. Они уверовали в свою непогрешимость, что раз еще 5 лет назад они были гуру, на которых реально ориентировались большие коллективы, и опиралась вся страна, и вдруг они стали не нужны, бесполезны и даже вредны. Им очень трудно, этим людям, было преодолеть вот это вот понимание. Причем, грубо говоря, переуступить это некому, ведь их преемника не найдешь, потому что все же такие в окружении. Вот. И в этом смысле они стали колоссальным тормозом, инертным. Тут еще надо добавить, что вот это новое поколение бизнесменов, которое начало расти вот с начала 90-х годов, оно смотрело, и я в том числе, смотрел на эти предприятия, на этих директоров снизу вверх. Они были гигантами. Кооперативчики, всякие ассоциации, это были маленькие нарождающиеся организации, как вот стартапы, да, сейчас можно сравнить. А это были уже такие мастодонты, устоявшиеся, огромные рыночные компании с многотысячными коллективами, с миллиардными оборотами. И вот за этим, знаете, как паровоз в дыму представляется какой-то огромным гигантом, а на самом деле просто мощная, так сказать, машина. Так и здесь, вот в этом вот ореоле своей прежней славы, что называется, они казались недосягаемыми, и поэтому трудно было понять, что там у них внутри, что там не так. То есть точно что-то не так, но что было понять трудно. Отсюда, возможно, и возникло такое идеологическая, что ли, внутренняя борьба между так называемыми красными директорами и новыми бизнесменами. Это началось еще до того, как до этих предприятий добралась приватизация. Это висело в воздухе. С этими предприятиями сталкивались на рынке при различного рода деловых отношениях. И постепенно выявлялось то, что вот эти огромные гиганты, они оказываются на самом деле, многие из них оказались колоссом на глиняных ногах. А расскажите, в чем была суть именно ваучерной приватизации и почему она не сработала? Почему этот народный капитализм не получился? Смотрите, я могу об этом судить лишь в общем плане, потому что я-то как раз вот этап ваучерной приватизации пропустил, я в нем не участвовал. Не потому что не хотел, а просто был потому что не готов. Ну, слушайте, идея очень проста. Есть огромное общее имущество, которое, как я уже сказал,
работает неэффективно. И вот все те производительные силы, которые в стране есть, они не могут обеспечить стране процветание. Да какое там процветание? Продукты на прилавке не могут дать. Ну что с этим делать? Ну кто-то же это должен изменить. Соответственно, идея появилась распределить это в частные руки. И здесь две задачи встают. Во-первых, задача распределить это так, чтобы это было справедливо, ну, то бишь более или менее поровну, да, или как-то хотя бы соразмерно с вкладом людей, с их возможностями. Вот. А второе, чтобы это было эффективно. И вот немножко так же, как и с реформой Гайдара, так сказать, отпуск цен был необходим, чтобы рыночные отношения в принципе состоялись. Ну и, как говорится, какую цену пришлось за это заплатить, такую и заплатили. Вот с приватизацией немного помягче, но, в общем-то, то же самое. Для того, чтобы вернуть частную инициативу и поднять экономику, нужно было, чтобы собственность стала частной. Поэтому сделали ваучеры, сделали последующие этапы приватизации. И эту собственность начали продавать, раздавать и так далее. И задача главная была, на мой взгляд, это повысить эффективность. То есть нужно было найти эффективного собственника. Можно ли это было сделать справедливо и было ли это справедливо? Конечно, нет. Конечно, это не было справедливо. В тот момент люди были не готовы работать с собственностью. Они не понимали, что это такое. Законы не способствовали тому, чтобы права собственности защищались. Система образования, система, вообще система построения отношений в стране, она не предполагала, что люди могут грамотно и квалифицированно работать с этой собственностью. Поэтому, конечно же, эта собственность в значительной степени сконцентрировалась у тех, кто был в этот момент более активен, смел, готов и так далее. Как это в русской поговорке: кто смел, тот и съел. Было это ли справедливо? Нет, однозначно нет. Я тогда так считал и сейчас так считаю. Можно ли было поступить по-другому с точки зрения по времени, может быть, как-то. Может быть, людей лучше подготовить, лучше им объяснить, что с этими ваучерами делать. Может быть, и нужно было попытаться это сделать. Но опять же, вот с высоты прожитого времени люди, кто этим занимался, они имели дело с совершенно конкретной проблемой. Вот эта вот вся собственность, она лежит практически в развалинах и не работает. А отдавая это людям, которые это готовы были поднять, которые готовы были за это хоть сколько-то, хоть 3 копейки заплатить, решалась не задача справедливости, решалась задача эффективности. И задача эффективности, как мы видим, в итоге была решена, потому что в стране было воспитано поколение эффективных собственников. Что бы сейчас ни говорили про 90-е, они, в том числе, их вклад, так сказать, в общую, так сказать, историю развития нашей страны был в том, что в 90-е годы через вот этот, опять же, болезненные, несправедливые события был сформирован класс эффективных собственников, которые в значительной степени потом потащили экономику страны как сами, так и их последователи, кто научился на их примере, кто подготовился потом и уже работал в более прозрачной и в более справедливой системе, но я не слышал, чтобы в какой-нибудь стране первоначальное накопление капитала происходило справедливым образом. Оно везде происходило так, как в России, или хуже. Просто многие страны, Европа, Америка, они очень давно прошли этот путь и уже успели забыть, что у них делалось 200 или 150 лет назад, как там чего делили и что там было с преступностью, с насилием, несправедливостью и со всем остальным. А мы оказались таким свежим примером. То есть весь мир уже живет по определенным правилам, и тут вдруг мы с опозданием на 150 лет тоже, значит, за 10 лет проскочили период первоначального накопления капитала. Не было там места, к сожалению, для справедливости. Был вопрос выживаемости экономики. И поскольку я верю в частную инициативу и в конкуренцию, я считаю, что на том этапе это было важнее. Просто то, что это было несправедливо, поставило клеймо на тех политиках, которые это делали. И им с этим жить. Но и здесь, опять же, у меня не поворачивается язык их критиковать, потому что я как раз, находясь внутри этой системы, очень хорошо понимаю, с какими мы столкнулись проблемами. И легких решений, простых, удобных, справедливых, их не было просто.
Часто говорят, что основная проблема была в том, что советский человек, он был как бы не экономический. То есть, получая ваучер, он не понимал, что не нужно идти покупать на этот ваучер бутылку водки, или не надо продавать его за 3 копейки, да. И Гайдара или Чубайса сейчас обвиняют в том, что не было налажено правильной пропаганды, что не было проведено работы, которая готовила бы население, да, то есть объясняла бы, как работает эта капиталистическая экономика. Вы согласны с этим? Или это было невозможно, потому что в тот момент на все это не было времени? Я согласен с тем, что в достаточной степени население не подготовили, что оно было абсолютно не подготовлено. Но можно ли его было в короткий срок, за год телевизионных передач подготовить? Ну, конечно, нет. Это в каком-то смысле поколенческая проблема. У меня до сих пор ваучеры лежат дома, я их так и не использовал в тот момент, хотя не страдал ни отсутствием экономического образования, ни, так сказать, решимостью. Да? Просто это реально была очень запутанная и трудная задачка для решения. Вот. И, конечно, ее быстро было решить невозможно. Надо отдать, так сказать, должное реформаторам, они попытались. Они пытались вести какие-то передачи, выступали, объясняли. Но, еще раз говорю, это поколенческая, это культурологическая программа. Люди отвыкли от собственности. И, пожалуй, единственное, что люди восприняли, что можно квартиру приватизировать. Вот это понятно. Квартира была государственная, а теперь будет моя. Но вот это вот такой узкий свой круг семейных проблем, конечно же, они не могли распространить на всю экономику. Кстати говоря, этой проблемой наши люди страдают до сих пор. То есть у нас при оценке, например, политиков, при голосовании там, или при оценке деятельности каких-то там партий и прочее, люди ориентируются на то, ну, на вкус, что ли, да, как им нравится, как люди говорят и так далее. И очень мало критериев эффективности. Там, в странах с более развитыми рыночными отношениями, там электорат более чутко реагирует на такие вещи, как там, налоговая политика, повышение или понижение уровня жизни, ну, там, на другие вещи. У нас все-таки до сих пор еще вот это вот, уже другие поколения выросли, а вот эта вот советская привычка реагировать на голос, она осталась. Все это время шло противостояние между президентской командой и Верховным Советом, который, по мнению членов того правительства, да, тормозил реформы, используя тяжелое положение населения. Вы следили за этим, и как вы тогда к этому относились? С кем вы себя ассоциировали? Вы знаете, я на тот момент был удивительно аполитичен. В том смысле, что я был увлечен своими собственными проблемами, построением своего собственного бизнеса. И в тот момент проблемы, ну, законодательного характера, которые влияли на формирование бюджета, на формирование каких-то еще фундаментальных для страны вещей. Я на них никак не влиял, повлиять не мог. Поэтому, ну, следил, конечно, но, честно говоря, как любой другой обыватель, что там у нас делается. Вот. И у меня большая концентрация была на построении бизнеса. Я пытался все-таки научиться быть бизнесменом. Я так сказал, конечно, ловко, что я уже был готов, и что МГИМО закончил, и в Министерстве внешней торговли отработал. Но при всем при том, что это мне дало колоссальный бэкграунд, тем не менее, я не был готовым бизнесменом. Я был очень, так сказать, сырым таким предпринимателем. И поскольку расти мы начали достаточно быстро, появились активы, появились большие объемы средств, которыми нужно было управлять, то вот к масштабу я на тот момент был точно не готов. Одно дело начинать с небольшой внешнеэкономической ассоциации, а другое дело многомиллиардный бизнес, огромное количество активов, люди, коллективы людей, сотни тысяч людей. Это совсем другая история, и я ощущал в себе потребность научиться это сделать. Поэтому в каком-то смысле я, получается, что без отрыва от производства, считайте, что учился в вечернем институте. И вот у меня времени на политические эти вот игрушки у меня как бы совсем не было. И я впервые начал серьезно задумываться над тем, что в политической сфере происходит, и над тем, как это на меня и на мой бизнес влияет. Да не только на бизнес, я говорю на бизнес, но имею в виду на всю мою жизнь. Просто бизнес в тот момент был таким центральным краеугольным камнем моей карьеры, во-первых. Во-вторых, это позволяло там обеспечивать семью, ну и вообще
рисовало мне какие-то перспективы. Поэтому я говорю, ну, это касается и других областей жизни. Впервые я об этом, так сказать, стал серьезно задумываться, когда стали подходить президентские выборы. И когда Ельцин пошел на второй срок, и когда, так сказать, была альтернатива, снова, так сказать, у страны была альтернатива избирать такого харизматичного, но непопулярного, так сказать, президента. Непопулярного в том смысле, что очень много людей были против него и винили его в своих трудностях. Да? И, с другой стороны, значит, коммунисты, обещавшие некую новую справедливость, новую по отношению к Советскому Союзу справедливость. И вот тут я задумался, хочу ли я новой советской справедливости, и для себя, конечно, однозначно дал ответ, что нет, потому что ее просто не может быть. Просто это торможение на том пути, на котором мы уже пошли. И, кстати, очень нежелательное торможение, потому что самый больной период, мы к 96-му году, уже прошли. И, мне так казалось, что еще немного, и уже станет получше. Страна выйдет из этих трудностей, и, возможно, можно будет начать и повышать доходы населения, и бюджетную дисциплину, и все, что с этим было связано. Короче, это был выбор между тем, чтобы вернуться в обновленную, так сказать, советскую действительность, в которую я не верил, или продолжить этот путь. Тут не между людьми, мне кажется, выбирали, хотя свелось к выбору между людьми, но для меня это... Почему я этим заинтересовался вообще, в принципе, да? Потому что это для меня был выбор дальнейшего образа жизни, моего образа жизни. Возможно, с учетом той активности, которая на выборах потом была, возможно, многие люди сделали для себя такой выбор, что они в этот момент реально выбирают модель своей собственной жизни, а не просто выбирают между двумя или тремя кандидатами. А сейчас мы вернемся к выборам. Давайте на шаг назад отступим. Следующим этапом приватизации были залоговые аукционы, и вас часто называют автором идеи, автором вообще всей этой схемы. Расскажите, пожалуйста, как она... Во-первых, насколько это правомерно, да, то есть так ли это на самом деле, и в простых каких-то терминах расскажите, пожалуйста, как это все работало, кто кому за что платил, кто что получал. Это как раз возвращает нас к истокам разговора о том, в чем была польза или вред от красных директоров, и как строились отношения этих осколков старой экономики с нарождающейся новой экономикой. Эти отношения вошли в противоречие. Как я уже сказал, новые бизнесмены некоторое время смотрели снизу вверх на этих гигантов, а потом, по мере того, как с ними стали работать, стали понимать, что это такое. И, в частности, мы в нашем банке обслуживали много предприятий, которые занимались и внешнеэкономической сначала деятельностью, а потом и просто крупных предприятий. И, в частности, обслуживали Норильский никель. И через оказание такого рода предприятиям сначала, так сказать, на заре движения внешнеторговых услуг, потом через оказание финансовых услуг, мы постепенно погружались в понимание того, как они работают и в чем, так сказать, причины их неэффективности, что можно было бы с этим сделать. И мы в какой-то момент перестали смотреть на красных директоров как на некую такую элиту, недостижимую высшую лигу, а просто посмотрели на них как на своих конкурентов. Да? И решили, я для себя решил, что не боги горшки обжигают, что наша команда могла бы такого рода предприятиями руководить гораздо более эффективно. Здесь я опять вам расскажу одну историю, которая иллюстрирует эту коллизию. Мы же были задолго до истории с Норильским никелем довольно крупными акционерами ЗИЛа. Порядка 25% у нас было. И другим акционером ЗИЛа было московское правительство, и мэр Лужков уделял огромное внимание этому предприятию, лично участвовал в заседаниях совета директоров. И у нас вечный был с ним спор такой, что ли, да, насколько может молодой, так сказать, неоперившийся бизнесмен спорить с мэром Москвы Лужковым. Общий смысл этой коллизии был в том, что мы предлагали достаточно радикальные меры по
реструктуризации предприятия, которая сопровождалась бы закрытием части производств, перепрофилированием других производств, возможно, уходу от производства многих видов текущей продукции, задействование земли предприятия для девелоперских проектов, ну, что неизбежно сопровождалось бы определенным сокращением работников. Лужков тем или иным образом выступал за дотации для этого предприятия, за дополнительные кредиты. Ну, он называл это кредитами, но кредиты в такое предприятие это все равно, что дотации. Их потом снова приходится конвертировать в капитал, да, и возвращать же эти кредиты. ЗИЛ был не готов. И вот мы некоторое время подискутировали. И потом я говорю: Юрий Михайлович, у нас с вами одно вот фундаментальное противоречие, давайте мы его прямо сейчас разрешим. Вот я могу сделать так, чтобы предприятие работало, платило налоги, выпускало там какую-то продукцию, которую мы решим, что нужно выпускать, но у вас, как у мэра, появится проблема определенного количества людей, которые вы должны трудоустроить. Ну и, в принципе, если вы гордились маркой ЗИЛ и его грузовиками, то вот таких грузовиков тоже, наверное, скорее всего, больше не будет. Давайте я у вас выкуплю этот завод и вот сделаю из него вот то, что я описываю. Вот. Но вы меня не ругайте за головную боль, что я уволю какое-то количество работников. Ну или, говорю я, наоборот. Выкупите вы у меня это предприятие, тогда оно станет муниципальным предприятием, и тогда вы сможете решать, что для вас лучше. Грубо говоря, иметь проблему социального характера с определенным количеством потерявших работу людей или датировать из бюджета это как социальный проект. Потому что вот мы сейчас посередине, это самое худшее. Мы ни туда, ни сюда. Мы не делаем из него эффективное предприятие, мы только плодим нагрузку на этом предприятии. Рано или поздно это приведет к взрыву. И мы так сидели напротив друг друга через длинный стол, он встал и пошел ко мне. Все так за столом притихли, потому что, ну, у Лужкова крутой нрав такой, не знаю, что, может, он меня хотел за грудки схватить, ты что такое говоришь вообще, как же так? Вот, а он подошел ко мне так, приобнял за плечо и другим говорит, он говорит, смотри, честный бизнесмен. Возможно, он это относительно иронично сказал, тем не менее, я это воспринял как комплимент и запомнил. То есть Лужков очень хорошо понимал, что это действительно коллизия. То есть либо надо держать это вот на своей шее, грубо говоря, да, решая какие-то другие проблемы, либо это надо отдать в эффективную зону, но где будет все жестко, где будут сокращения, увольнения и все такое. Кончилась эта история тем, что правительство Москвы через некоторое время в рассрочку выкупило у нас ЗИЛ и некоторое время его поддерживала. А вообще в конце это кончилось, как вы знаете, тем, что ЗИЛ закрыли и сейчас там девелоперские проекты реализованы. То есть неплохая мысль-то вообще-то была в начале 90-х, так сразу сделать без мучений. Ну вот, и были люди, которые это понимали и встраивались в эту систему координат. Но подавляющее большинство старого стиля руководителей и подавляющее количество красных директоров на это ни в коем случае не соглашались и просто хотели оставаться хозяевами на своих предприятиях. То, что предприятия эти принадлежали на тот момент государству, это было очень условно. Трудно даже представить, насколько эти предприятия принадлежали не государству, а вот тем директорам, которые ими командовали. Они там реально творили все, чего хотели. Вот. И идея, возвращаясь к идее о приватизации Норильского никеля, она родилась примерно так же, как родилась вот эта речь, с которой я обратился к Лужкову. Ну, вообще-то говоря, хорошо бы, чтобы мы могли иметь возможность свой управленческий опыт применить на этом предприятии. Но мы не сразу задумались о собственности. То есть на собственность в где-то 94 году мы не замахивались. То есть пока не считали, что мы могли бы быть владельцами вот такого крупного предприятия, национального гиганта. Мы больше думали об управлении. И хотели перейти от управления, ну не от управления, а от консультаций финансового характера и в каком-то смысле помощи в управлении финансовой жизнью к управлению, ну, всеми аспектами жизни. И тогда было модно создавать финансово-промышленные группы. В том числе мы создали тоже финансово-промышленные группы. И по соответствующему указу президента такого рода группа наша имела право брать в управление акции различного рода предприятий, которые в эту группу вступают. И Норильский никель поначалу согласился вступить в нашу финансовую промышленную группу с тем, чтобы
пакет акций, принадлежащий государству, взять в управление и попытаться более эффективно решать проблемы предприятия. Но в какой-то момент руководство предприятия смекнуло, что это означает, что их безграничная власть закончится, и стали всячески сопротивляться. Вот. Но тут при их содействии это трудно было бы подписать такого рода значит, документы, чтобы это было разрешено. А уж при сопротивлении куда там. Вот. И на какой-то момент это все подвисло. Вот. И я помню, что ходил по разным кабинетам, там, в правительстве, в администрации президента, пытаясь вот эту свою нехитрую идею о том, что дайте поуправлять, я сделаю лучше. Вот. Я как все пытался пробивать. В какой-то момент я услышал, что тем такая, ну нам-то какая польза от этого? Ну вот мы сейчас начнем бороться с красным директором, лоббистские силы с двух сторон столкнутся, скандал. Вот, и что вот мы как правительство, как, так сказать, министры, вот что мы получим? Я говорю, ну как же, вот в течение там 2-3 лет мы наладим ситуацию, начнем платить налоги как минимум, там потом дальше, глядишь, дивиденды и прочее. Ну, встречная мысль была по-человечески понятна. Да мы не доживем до этого времени, нам нужно сейчас. Нам нужны деньги сейчас, нам нужны сейчас налоги, нам нужны доходы бюджета и так далее. И вот тут возникла идея о приватизации. И в диалоге я сказал, что ну хорошо, если нужен эффект вот прямо сейчас, ну давайте прямо сейчас приступать тогда к приватизации. Потому что у меня была идея поуправлять, там, посмотреть как, что, чего, ну потом там правительство решило, что с этим делать. Вот. Но я говорю, давайте тогда приватизировать. Приватизировать было плохо без того, чтобы все-таки как-то причесать, предпродажную подготовку предприятия привести. Поэтому в итоге долгих разговоров родилась такая схема. То есть все-таки изначальную идею передать нам этот пакет акций в управление, она была подтверждена правительством, но поскольку была необходимость срочно уже какие-то деньги получить, то группа банков договорилась, что под залог этих акций она даст правительству кредит. Значит, при этом третьей составляющей было, что эти банки или предприятия, компании, которые выступали с ними в консорциуме, им дается право на предпродажную подготовку и последующую продажу этого предприятия. В принципе, идея была неплохая, потому что ведь как проходила приватизация? Ну, нанимали иностранный банк. Ну, потому что своих инвестиционных банков не было. Он делал предпродажную подготовку и за комиссию продавал предприятие. При этом предпродажная подготовка заключалась, понятно, что только в косметике. Только там баланс причешут, правильные слова напишут в проспекте и продавать. Реальной глубинной перестройки предприятия не происходило. Поэтому по задумке мы брали на себя обязательство произвести такого рода глубинную перестройку предприятия и впоследствии продать его по хорошей рыночной цене, ну, по возможно достижимой рыночной цене, получив определенную комиссию. Вот как выглядела идея залоговых аукционов, автором которой действительно я был, из которой я пришел и которая была одобрена. Дальше все происходило как в известном анекдоте, да, когда Чебурашка и Гена сидят в милиции, и Чебурашка нервничает, что не будут ли здесь бить. Гена его убеждает, что нет, но потом выходит верблюд из комнаты, и Чебурашка говорит Гене, смотри, говорит, что с лошадкой сделали. Вот с залоговыми аукционами произошла та же самая история. В результате сопротивления все тех же красных директоров, которые просто пытались снять продажу своих предприятий с повестки дня. Вместо такой, вот, как я ее описал, довольно рыночной и, в общем-то, я бы даже сказал, такой прозападной истории, просто вместо западных банков появлялись наши организации. Ну, что, кстати говоря, тоже, на мой взгляд, было достаточно логично. Вот вы сейчас в Китае что-нибудь сделаете без китайской организации. Ничего, никто же не говорит, что у них не рыночная экономика. То есть в этом было и такой, знаете, своеобразный способ господдержки своих собственных финансовых институтов, чтобы они набрали опыт преобразования такого рода предприятий, их продажи и так далее. То есть мне кажется, что здесь была такая многослойная комбинация, которая помогала бы решению сразу многих проблем. Тем не менее, привело это все к лобовому столкновению с красными директорами и к той уродливой схеме, которая в итоге была утверждена. Поверьте, я был первый, кто сожалел о том, что схема из такой красивой вот переродилась в ту, которая была. Но я для себя решил так, что
если нам не предоставляют возможность сыграть в футбол на хорошем поле с командой красных директоров, а предлагают сыграть, там, условно говоря, в бой без правил, ну, значит, мы должны свое право на, так сказать, бизнес-жизнь доказать в таком бою без правил. Кому-нибудь это понравилось? Конечно, нет. Потому что бой без правил, он и есть бой без правил. Но я не сожалею о том, что мы в эту, так сказать, борьбу вступили. Сожалею лишь о том, что мне не удалось, не удалось в общественном мнении донести то, как это задумывалось с самого начала. Да? И в этом смысле я оказался автором не вот такой вот красивой схемы, так сказать, подготовки предприятий к продаже и потом последующей их, значит, справедливой и красивой продажи, оказался участником вот такого вот боя без правил. Но иногда в бизнесе без этого не обойтись. Объясните, в чем были правила вот этого нового боя без правил? Как это все в результате работало? Ну, в результате это работало таким образом, что выиграв соответствующий аукцион и получив права, выдав кредит правительству, получив права на управление, мы эти права не могли реализовать. Вот многие, так сказать, критики того времени говорят, что вот пришла легкая нажива к бизнесмену. Да? Вы знаете, признав с самого начала, что и приватизация, и все рыночное развитие 90-х годов было несправедливо, я, сказавши это, должен сказать, что легких денег там тоже особо не было. За ними стояли огромные риски. Многие, кто поднял с самого начала легкие деньги, разорился или вообще плохо кончил. То есть большие деньги, которые действительно быстро были заработаны, но быстро не значит легко. Они требовали огромной ответственности. Ответственности за те предприятия, которые приобретали, за коллективы людей, за то, что вообще в принципе это сохранить. Потому что создавать это одно, а сохранить другое. Как говорит мой друг Вячеслав Фетисов, первый шаг с пьедестала всегда вниз. Поэтому, когда ты что-то завоевываешь, очень важно бывает именно вот удержать это в правильном состоянии. Вот поэтому о легких деньгах это разговоры, знаете, такие. Иногда неудачники объясняют себе, что почему они проиграли, потому что у других были лучшие условия, потому что им было легче, судейство, потому что было в их пользу. Вот, значит, в тот момент мы, будучи по праву, распоряжаясь этим пакетом, мы не могли собрать общее собрание акционеров. И для того, чтобы сменить руководство, пришлось подписывать постановление правительства. Вот только задумайтесь о том, насколько глубокая правовая пропасть была в тот момент, насколько собственность мало стоила, насколько она мало была защищена. Получив вот эти все самые права, про которые сейчас многие говорят, что они там как-то неправильно или несправедливо были получены. Я даже с этим спорить не буду. Как получили, так получили, как говорится. Да? Вот. Но мы не могли ими воспользоваться. И нам пришлось лоббировать подписание постановления. Зачем подписывать постановление, если нам уже передали акции в управление? Вот так вот работала система. И до того, как такого рода постановление было подписано и не был назначен наш представитель директором, не был сформирован новый совет директоров, вот собственностью своей, или, по крайней мере, правами на распоряжение, было воспользоваться невозможно. Дальше началась тема о том, что было огромное давление по поводу того, чтобы эти договоры расторгнуть, что они являются незаконными. Соответственно, нам грозили конкретные потери бизнесовые, не считая имиджевых колоссальных проблем, которые мы несли, колоссальные потери, от которых я вот до сих пор не могу никак отмыться, уже отчаялся. Поэтому просто рассказываю, как все было. Соответственно, продажу пришлось форсировать, да, то есть выполнение этих договоров пришлось форсировать в условиях, когда они, так сказать, есть угроза. Плюс одно дело мирный заход на предприятие и внедрение каких-то, так сказать, методов улучшения его эффективности, другое дело борьба с директорами, с саботажем на местах, с профсоюзами, которые, естественно, подняли сразу голову и сказали, что давайте с нами тоже, значит, сейчас договариваться по всему кругу вопросов, да, я лояльно отношусь к профсоюзам. У нас один из лучших сейчас коллективных договоров в отрасли, возможно, во всей стране. Но, тем не менее, у них есть своя роль, а руководство предприятием — это другая
совершенно история. Там это все смешалось. И в условиях этого саботажа, в условиях неприятия, так сказать, нашей команды на предприятии, в условиях давления по поводу, значит, признания недействительными всех договоров и всех сделок, вот в этих условиях пришлось это все форсировать. И, конечно, это получилось совсем не так, как, так сказать, хотелось бы. И потом, представьте себе, если бы это все происходило мирно, мы бы работали, отчитывались бы об успехах, а пресса бы, наверное, за этим следила, и там, возможно, даже мы могли бы получить какие-то позитивные отклики по мере того, как нам удавалось бы на предприятии что-то изменить. А вместо этого все превратилось в такую грязную борьбу за власть. Ну и, конечно, в общественном мнении это освещалось в крайне негативном ключе. Поэтому я и характеризую этот проект в целом как бой без правил. Потому что действительно правил там было очень мало. В каком-то смысле пришлось насаждать свои правила. Во время боя без правил его невозможно бесконечно вести. Поэтому пришлось правила продиктовать и провести свои. В этих условиях, конечно, вся красота, так сказать, задумки, она отошла на второй план и превалировал результат. Опять же, приводя спортивные аналогии, бывает игра, где одна команда побеждает красиво, забивая красивые голы и демонстрируя элегантный там, футбол или хоккей, а бывает, когда игра грязная, жесткая, и нужен результат, нужен вот этот один-единственный гол, который тебя выводит в следующий тур. Ну вот какую борьбу навязали, в такой мы и победили. А расскажите, в каком состоянии вы получили Норникель, когда он оказался у вас в руках? Когда, как говорят, никель оказался у нас в руках, во-первых, я уже говорил о том, что он особо в руках-то у нас не оказался, потому что мы своими правами воспользоваться не могли, и очень долго, с ноября 1995 года по сентябрь 1996 мы боролись за право поставить там свою команду. Вот. Поэтому не сразу, как говорится, он попал нам в руки. Момент, когда мы зашли и проанализировали ситуацию, она оказалась, конечно же, намного драматичнее, чем то, что нам представлялось как сторонним наблюдателям. Как сторонним наблюдателям мы видели определенные неэффективности и, так сказать, изъяны, но зайдя на предприятие, мы увидели картину, реально потрясающее воображение. Предприятие, которое в советское время считалось жемчужиной, так сказать, металлургической отрасли, и которое сейчас является одним из ведущих предприятий мировой отрасли, лежало буквально, фигурально выражаясь, в руинах. В чем это выражалось? В очень простых вещах. Была многомиллиардная задолженность перед бюджетом, 5-месячная задолженность по заработной плате, и плановая убыточность, измеряемая сотнями миллионов долларов в год. То есть предприятие с огромным потенциалом и с огромной потенциальной стоимостью на тот момент, я не берусь оценить, сколько оно стоит. Вот если бы не рассказывать историю про то, что это Норильский никель, про то, что это 90-е годы, а просто рассказать какому-то специалисту современному и спросить его, сколько стоит предприятие, у которого несколько миллиардов долгов перед бюджетом, несколько месяцев задолженность по заработной плате, и у него плавная убыточность несколько сот миллионов долларов. Наверное, с высокой долей вероятности такой специалист сказал бы, что стоимость такого предприятия отрицательна. Вот. Я, как говорится, не жалуюсь, мы понимали, на что мы шли, но иногда бывает немного обидно, что у людей представление о том, что мы пришли в этакое Эльдорадо и лопатой стали черпать золото. Это было не так. Для того, чтобы начать на предприятии хоть что-то зарабатывать, нужно было провести его через очень долгий и мучительный процесс выхода из той ситуации, в которой оно оказалось. Нужно было... Что мы и сделали? Мы сначала реструктурировали долги перед бюджетом. Мы инвестировали в это предприятие для того, чтобы оно могло решить некоторые свои проблемы. Например, 300 миллионов долларов мы инвестировали, чтобы можно было построить газопровод от вновь открытого месторождения неподалеку от Норильска в город, потому что существующее месторождение истощалось, и через некоторое время город мог оказаться вообще без энергетики. Вот.
Мы проделали много мероприятий, в двух словах не расскажешь. Вот, много что оптимизировали, пресекли откровенное воровство в снабжении, в сбыте. Вот, и постепенно предприятие начало выходить на нормальные обороты. Мы расплатились с бюджетными долгами, погасили... Да, кстати говоря, мы проинвестировали в то, чтобы предприятие погасило задолженность перед работниками. Мы заключили первый коллективный договор с профсоюзами, то есть нормализовали там социальную обстановку. И потихоньку, шаг за шагом мы стали предприятие выводить в нормальное состояние. Кстати говоря, когда грянул кризис 1998 года, то все акции упали, естественно, и Норильский никель, и Газпром, и там, Лукойл ничего не стоили, да? Очень дешево стоили. Поэтому рыночная стоимость предприятия зависит от того, какая в этот момент ситуация. И вот несмотря на все наши усилия, в 1998 году мы в каком смысле вынуждены были начать все сначала. Потому что то, что произошло, оно как бы в некотором смысле вернуло нас в начало истории. Вот такая была обстановка на Норильском никеле, и много нервов и, так сказать, труда пришлось потратить. Еще раз повторюсь, особенно в условиях внутреннего сопротивления и саботажа и абсолютно неблагоприятного информационного фона. За нами следили с особым вниманием, и каждая наша неудача, она бы, конечно, оборачивалась бы очень жесткой критикой в наш адрес. Поэтому получилось, что мы решаем трудную задачу в условиях внутреннего сопротивления и еще и повышенного внешнего внимания. Поверьте, это было нелегко. Но зато меня это окончательно утвердило в мысли о том, что надо иметь очень высокую степень ответственности за то, за что ты взялся. Вот, грубо говоря, возьми себе ношу по плечу. И этот урок, что надо уметь брать ношу себе по плечу и вот до конца по-настоящему отвечать за то, что ты взялся, за что ты взялся, за это должен отвечать. Оно мне потом сослужило очень хорошую службу. Так что это было не только процесс реализации карьеры, это не только был процесс превращения в реально богатого человека, это и был очень образовательный, такой внутренне важный для меня процесс. А вот вы же молодым человеком совсем были, да? У вас дрожали руки в какой-то момент, что вот я влезаю в какую-то такую кашу и не знаю, чем все это может закончиться? Нет, вы знаете, вот руки у меня не дрожали, но это скорее свойство характера. Это не потому, что, знаете, чем врач невежественнее, тем он смелее. Это не поэтому. Я прекрасно понимал, что меня ждет, но руки не дрожали просто в силу характера, потому что я люблю адреналин, я люблю серьезные испытания. Вот я даже когда со своими товарищами в институте участвовал в соревнованиях по настольному теннису, я почти всегда выигрывал у равных соперников, когда играли на больше-меньше. То есть в момент, когда люди начинают нервничать, я наоборот собираюсь. Возможно, в этом тоже есть какой-то у меня преимущество, что ли, да, я мобилизуюсь и играю, там, условно говоря, на 95% своих возможностей, в то время как многие люди в момент нервика, у них, наоборот, концентрация и способность выдать вот лучшее, что у них есть, у них падает. А меня волнение, сложности, проблемы, они меня мобилизуют и заставляют, наоборот, иногда из себя вынуть что-нибудь такое, что даже раньше не подозревал в себе, дают такие дополнительные силы. А первые успехи, они еще и окрыляют. И поэтому тут вот такая история. Чем сложнее задача, тем больше адреналин, чтобы ее решить. А успехи, они веру в себя подогревают. И все это вместе сильно помогает. Так что нет, не было никакого ни страха, ни волнения, ни рефлексии, а вот вдруг не получится. Почему-то была уверенность с самого начала, что мы все правильно делаем. То есть мы приходим, мы действительно можем здесь принести пользу, мы сможем это сделать, да еще это и нам принесет богатство и прочее. Поэтому вот казалось, что все мы делаем правильно. Так казалось тогда. Мгм. Ну, мы подберемся потом к Связинвесту, но в связи с этим было 11 или 12 предприятий всего, да, которые были таким образом приватизированы. Вы между собой каким-то образом договаривались? Вы делили как-то территорию? Там, тебе ЮКОС, мне Норникель. Как это все происходило?
изначально в списке предприятий на этом этапе приватизации входили десятки, возможно, даже на первом этапе сотни предприятий. То есть это имелось в виду схема, как я уже ее описывал, она, вообще-то говоря, предполагала участие более широкого круга предприятий в этом и более широкого круга представителей новой бизнес-элиты, которые могли бы взяться за такого рода работу. Ведь это же... Это сейчас смотрится как на то, что несколько групп выбрали себе предмет для обогащения. А тогда это представлялось как то, что с этими огромным массой неэффективных предприятий нужно провести работу, нужно нанять было людей на работу. Но работников нанимаешь за заработную плату, да, бизнесменов на работу нанимают за доли в собственности, там, за долю от прибыли. Вот. И поэтому это была форма попытки нанять на работу большое количество бизнесменов, предложив им практически необъятный объем предприятий. В результате все того же пресловутого лоббирования красных директоров, вы помните, Дума была в тот момент коммунистической, правительство вынуждено было с этим считаться. Поэтому в результате вот этого, будем так говорить, старого советского давления, огромное количество предприятий просто отлоббировали, что их сняли с этого списка. Поэтому потом он переродился в список, по-моему, предприятий из 50. И когда подписывали... Я уже отчаялся, что это будет, честно говоря, и уехал в отпуск. Я уехал в отпуск, и в июле, в августе меня не было в Москве. Вот, и идея как-то уже заглохла. И вдруг я приезжаю 1 сентября, к началу учебного года, а 31 августа принят указ. Да? И под этот указ, который в принципе это разрешал, вот тогда начали опять возвращать в список эти предприятия. И я вам так скажу, сколько смогли вернуть, столько вернули. Здесь вопрос был не в том, что кто-то поделил эти предприятия, старался ограничить, чтобы больше никто не участвовал, а как раз наоборот. Просто других предприятий просто не было. Была ли договоренность внутри? Как последующие события показали, такой договоренности не было, потому что такие скандалы вокруг этого разразились, которые явно свидетельствуют о том, что особых договоренностей внутри, даже если их пытались достигнуть, их особо не было. Но при этом мы, например, как я уже сказал, обслуживали Норильский никель, давно за ним наблюдали и прочее, поэтому мы считали логичным выдвинуться на Норильский никель. Да? А я, как понимаю, Минотеп, они давно работали с ЮКОСом, то есть его тоже хорошо знали. И, кстати говоря, как я понял, обеспечили более или менее мирный свой заход на предприятие. Они его, выбрали ЮКОС. Это скорее было, так сказать, ситуативно, оппортунистически скорее. Еще раз говорю, что вот эта острота, она в основном возникла из-за того, что резко сузили круг участников и сузили его искусственно. Схема предполагала абсолютно другое. И дальше были президентские выборы, да, крупный бизнес вписался за Ельцина. Расскажите, как это происходило? Насколько это было движение самостоятельное со стороны бизнеса поддержать Ельцина? Движение было не просто самостоятельное, а в каком-то смысле даже бизнесменами же и инициированное. Вот уж инициатива снизу в полном, так сказать, в полной своей красе. Я в начале этого процесса не участвовал. Говорят, что была какая-то встреча в Давосе, где бизнесмены обсуждали, что ту же развилку, наверное, которую я описал, что либо мы возвращаемся в некий обновленный такой Советский Союз, хотя, возможно, даже обновленный, даже ухудшенный, да, или продолжается прежняя линия развития. И, понятно, что на такого рода собрание иного вывода, кроме как, что надо продолжать, и быть не могло. И постепенно начали бизнесменов разного калибра вовлекать в разговоры о том, что надо поддержать Ельцина на следующих выборах как символ продолжения существующей линии. И в какой-то момент мы попросились на встречу с Ельциным. Эта встреча состоялась. Мы каждый как мог выразили свою поддержку, причем выражали ее все по-разному. Да? Например, я очень хорошо помню, что Березовский на этой встрече сказал: Борис Николаевич, я хочу вам сказать, что нас сюда привел страх. И повторил еще раз: страх.
Ну и дальше начал объяснять, что ему страшно за страну, за себя, за семью и за все остальное. Вот. И была предоставлена возможность каждому что-то сказать. Березовский такой заводила был. Вот. Значит, до меня, когда дошло слово, я, дословно я не помню, что сказал, но общий смысл был в том, что я сказал, что я вынужден сказать, что я вот, например, не страх совсем даже привел, да, а наоборот, надежда и вера в то, что все может быть хорошо, что может быть все изменено к лучшему, несмотря на то, что ситуация сложная. Поэтому я не за страх, а за совесть, так сказать. Вот было очень смешно в том смысле, что, я такой начинающий был общественный деятель, а там такие матерые ребята сидели за столом. Вот они меня осудили, сказали, что поперед батьки в пекло, значит, лезешь и не то говоришь. Я говорю, ребята, извините, я говорю то, что думаю, поэтому, мы же так договорились, что каждый говорит, что думает. Вот это такой был зачаток будущих разногласий. Тем не менее, все были объединены идеей поддержать Ельцина на выборах. И самое главное, развилка, которая была, как это сделать. Потому что, опять же, старый способ поддержать – это всех построить, значит, и потребовать, чтобы, значит, голосовали. И там, я помню, началось там телеграммы от Министерства путей сообщения, что наши работники все поддерживают. Там указания, там голосуйте правильно. Вот. И в какой-то момент я участвовал в паре, значит, встреч, заседаний, наверное, это можно назвать штаб, наверное, да, предвыборный, который Чубайс возглавил, где Татьяна, дочь президента, работала, Валентин Юмашев. Вот. И я участвовал в паре таких встреч, общего характера, когда обсуждали, как, что, чего происходит. Вот. И главным, что было, это то, что был выбран путь, условно говоря, цивилизованного, красивого, так сказать, красивой поддержки. То есть через телевидение, через средства массовой информации, показывая Ельцина как настоящего политика вот в такой вот в борьбе с народом, там в Татарстане, там с ныряющим в сметану, вынимающим там монетку или что там он делал. То есть его и показывали и грозным, и смешным, и таким, и сяким. И это, не знаю, для нашей аудитории это было очень ново, и кто-то даже стал говорить о том, что это отчасти искусственная, значит, поддержка, и что вот Ельцина специально так показывают, и вот поэтому-то он и выиграл, потому что его так красиво показывали, вот. А я не знаю, вот например, для западной аудитории, а как еще? Так все избираются, их показывают хорошо, они дело говорят, красиво выглядят, демонстрируют близость народу, так и избирают. Вот она, избирательная система-то в действии. Поэтому при всем при том, что это смотрелось, как очень острое столкновение, тем не менее, то, что впервые в нашей электоральной системе административные рычаги были перевешены нормальными электоральными рычагами, это вдохновляло. Вспомните во времена перестройки, как избирался Верховный Совет, как потом выбирали президента Горбачевым, да? Верховный Совет по партийным спискам, в большей части, да, выбирали таким, понятно каким, непрозрачным голосованием. И какая разница? Прошло всего 6 лет, да? И какая разница? Президента избирают избиратели в результате предвыборной кампании. Вот, конечно, в эту кампанию и инвестировали и прочее. Наверное, строгие наблюдатели захотели бы знать имена и суммы, кто там сколько инвестировал и прочее. Как говорится, подождите, пока хотя бы, чтобы все это цивильно происходило. Вот, и то, что Ельцина избрали демократично, вот при всех изъянах, да, мне кажется, что это был очень важный и, может быть, такой, я бы сказал, судьбоносный жест. Потому что такие пройти альтернативы между возвратом в прошлое, скатыванием в полудиктатуру, и вот между этим всем пройтись с избирательной кампанией и избраться, да, это с 2 турами, да, красиво, чего не говорим. Сейчас даже в условно-либеральной среде есть такая точка зрения, что если бы не включили по полной телевизионный рычаг, да, и не использовали какие-то административные рычаги, которые были у правительства,
и дали бы возможность Зюганову выиграть, то ничего страшного бы не случилось, коммунисты бы показали свою некомпетентность, и через 4 года им бы пришлось уйти. И никого бы они не вешали на столбах, потому что в тот момент это уже были такие травоядные коммунисты. И вот тогда, может быть, тогда бы Россия получила какую-то прививку от манипуляций выборами. Во-первых, я не согласен с теми, кто говорит, что те выборы были манипуляцией. Я считаю прямо противоположное. Надо сравнивать в развитии. И я предлагаю смотреть не образцово-показательные, там, не знаю, европейские выборы времен расцвета демократии, а я предлагаю сравнивать это с тем, что, вот, как я сказал, как Верховный Совет выбирали, как Горбачева президентом выбирали, и как через 6 лет выбирали Ельцина. Я считаю, что это был огромный шаг вперед. И система, которая была сделана, она была несовершенная, эта избирательная система, но она была современной, нормальной избирательной системой с изъянами, а до этого ее не было вообще. И была такая полудиктатура. И вот этот вот колоссальный скачок от диктатуры или полудиктатуры к демократическим, но несовершенным выборам. Это огромный скачок. И не признавать это просто нечестно. А говорить, что это была манипуляция, это несправедливо. Вот. Это вот что касается выборов. Мне резанул вслух термин «манипуляция» выборами. Это был огромный прогресс в целом в электоральной системе в Советском Союзе и в России. А что касается, кого бы могли выбрать, а кого не выбрать, история не терпит сослагательного наклонения. Вы меня простите, что я все время адвокатом дьявола выступаю, но мне нужно вас как-то провоцировать. А как я иначе отвечать буду, если вы не будете адвокатом дьявола? А бизнесменов сейчас обвиняют в том, что, даже не бизнесменов, а всю вот эту ситуацию вокруг выборов сейчас часто обвиняют в том, что она привела к тому, что Ельцин в какой-то мере попал в заложники к бизнесу, да, потому что раз бизнес вписался за него, раз бизнес его поддержал, то, значит, дальше власть должна была что-то бизнесу, должна была отвечать какими-то подарками или привилегиями. Насколько это так? Надо было знать Ельцина, чтобы понять, насколько абсурдным является предположение о том, что он мог оказаться у кого-то в заложниках. Он был абсолютно человеком самодостаточным. В каком-то смысле вот он у меня ассоциируется, знаете, с таким с демократичным царем-самодуром. Да? Вот на него влиять можно было только когда он с чем-то согласен. Его можно было уговорить на что-нибудь. Но весь он такой был большой, харизматичный, по-своему даже иногда в своих проявлениях даже несуразный. Да? Он абсолютно был неуправляемый человек. В том смысле, что он сам иногда не знал, что он выкинет в следующий момент. Он был очень спонтанным человеком. И поставить его в зависимость, это, в принципе, противоречащее природе явление. Уж на что страшновато было выступать в конце 80-х против Горбачева. Да? И Ельцин, тем не менее, это сделал, попал в опалу и так далее. То есть он жил в своем представлении о том, что хорошо, что плохо, и сбить его с этого было невозможно. Он ошибался, он заблуждался, он делал иногда, по мне, так ужасные кадровые ошибки. Один Березовский, доверие ему чего стоило, да и многие другие назначения, хаотичные, странные. Много было странного, но влиять на него, по крайней мере, из моего опыта общения с ним и со всей этой средой вокруг, мне кажется, что было невозможно. Обмануть его можно было, втереться в доверие, да, подставить его можно было, но влиять на него было абсолютно невозможно. Он обладал двумя очень такими редкими качествами. Да. Он, во-первых, относился очень, я бы сказал, даже недопустимо небрежно к тому, о чем говорят в прессе. И в этом смысле, может быть, даже и упустил в какой-то момент возможность
скажем так, все-таки как-то удерживать свой имидж на правильном уровне, да, пренебрег в каком-то смысле даже общественным мнением. И с другой стороны, у него было очень такое лояльное отношение к людям. Он был способен прощать ошибки, прощать даже обманы. Предательство только он не мог простить. Вот это две были его основные черты. Но у меня такое было всегда впечатление, что он жил в каком-то в своем мире. И из этого мира управлял действительностью. Влиять на него в том смысле, в котором вы говорите, поставить его в зависимость было невозможно. Это противоречило его природе. Его можно было только, убедить, обмануть, уговорить, втереться в доверие. Но не более того. Что, к сожалению, иногда происходило. Вы упомянули Березовского. Расскажите, насколько на самом деле было его влияние велико на Ельцина и на его окружение? Я думаю, что Березовский вряд ли заслуживает подробного описания, потому что в каком-то смысле слава Герострата ему приличествует. Но коротко можно сказать, что его влияние было огромно, и именно, на мой взгляд, за счет того, что он, сумел втереться в доверие, и этим доверием употребляя его для удовлетворения своих личных амбиций и укрепления своих личных позиций. Коротко так. И после выборов вы пошли в правительство работать. Расскажите, насколько для вас это было неожиданно, да? Потому что вы все-таки были бизнесменом до этого момента. И какие задачи перед вами были поставлены? Это было абсолютно для меня неожиданно. Меня выдернули прямо с деловых переговоров о довольно крупной сделке. Выдернули, и, Чубайс предложил мне рассмотреть такого рода возможность. Я встретился с Борисом Николаевичем Ельциным через несколько дней после этого. Он на меня посмотрел, и в характерной для себя манере сделал риск совершения кадровой ошибки. То есть сразу же меня назначил. И напутствовал меня буквально короткой фразой. Он говорит, инвестиции нужны. Я говорю, я понимаю. Он говорит, нет, стране нужны инвестиции. Я говорю, я постараюсь. Соответственно, получается, что поставлен я был на финансово-экономический блок с огромным ворохом проблем, которые там были. А для тех, кто не знает или не помнит, я напомню. Огромные бюджетные долги, долги по зарплате. Долги по зарплате в те времена касались примерно 60% населения, 60% работников. То есть фактически больше половины работников в той или иной степени либо не получали заработную плату, либо задержки были по заработной плате. Для сравнения, сейчас, например, такого рода проблемы касаются менее 1% работников. Да? Задолженность по пенсиям была многомесячная. Бюджет собирал на порядок меньше, чем он собирает сейчас. Собственно, строго говоря, на 2 порядка, да, так, если уж совсем говорить. То есть ситуация была очень нехорошая. Неплатежи между предприятиями составляли многомиллиардные суммы, если в доллары пересчитать. В общем, еще хуже, чем в Норильском никеле. И совсем с этим как-то надо было работать, что-то надо было делать. Коммунистическая дума при этом не утверждала бюджет, а утверждала только популистский бюджет, где всем обещали денег, которых не было. Заимствования, которые правительство производило, эти пресловутые ГКО, доходность их колебалась от 100 до 200% в определенные периоды. К 1998 году, к кризису, мы подошли, порядка 140 была доходность, например. Да? И что правительство не делало, никак это обуздать не удавалось. И в этих ситуациях Ельцин напутствовал меня, чтобы я занимался инвестициями, то бишь создавал инвестиционный климат и условия для привлечения инвестиций. Он, конечно, как и все люди этого периода, был, конечно, безнадежным идеалистом. Но сказано было привлекать. Я
что-то попытался сделать. Срок моего пребывания был коротким, что, в общем, было предсказуемо. Вот. Но, тем не менее, кое-что удалось сделать. Удалось существенным образом сократить неплатежи. В частности, в сельском хозяйстве там были огромные неплатежи, которые не позволяли сезон начинать. Из-за большой задолженности невозможно было закупить зерно и горюче-смазочные материалы. И задолженности там триллионами рублей измерялись. Мы сумели их все секьюритизировать, ну то есть выпустить соответствующие ценные бумаги. Долги предприятий были и хозяйства реструктурированы, и с нового года начали более или менее успешно функционировать. Налоговые долги предприятий тоже были в значительной степени реструктурированы. Часть из них после этого поднялись, так сказать, с колен и стали нормально работать. Угольная отрасль в значительной степени тоже продолжилась ее реструктуризация, начатая еще, так сказать, до меня усилиями других реформаторов. Вот. Интересный был эпизод, опять же, связанный с реструктуризацией угольной отрасли. В декабре 1996 года, да, я извиняюсь, я не упомянул еще об одном очень важном обстоятельстве. В этот момент, когда вот совсем с этим предстояло работать и как-то бороться, там мало того, что Коммунистическая дума и очень ограниченный арсенал действий, еще и Ельцина ждала операция. Да? И была операция на сердце, и был такой период, когда он активную роль не мог играть, и, соответственно, это тоже, конечно, было не на пользу общей ситуации, когда главный человек в стране находился не в вполне дееспособном положении. Но как только там после операции он немного пришел в себя, опять, так сказать, взялся за рычаги, что называется, и первым делом, ну так мне показалось, что это было одно из первых, потому что это меня коснулось, он, значит, с Черномырдиным беседовал, а в этот момент были забастовки в Кузбассе, закрывались шахты, ну, бедственное положение, что там говорить. Вот. И он говорит Черномырдину: слушай, говорит, это у тебя молодой бездельник сидит, он пороху не нюхал, да пошли его в Кузбасс, вот пусть разбирается с забастовщиками, а то сидит, бумажки там подписывает. Вот. Ну, Черномырдин с радостью меня запулил, значит, в Кузбасс, я залез в шахту, значит, поработал немного шахтером, весь этот грязный, весь этой черной пыли, значит, вылезаю, меня встречает симпатичная девушка с цветами. И огромное количество женщин стоит, ждет меня для беседы. Она мне вручает букет цветов и говорит: ну что, говорит, Владимир Олегович, теперь вы не закроете нашу шахту? А на глазах слезы. И вот что я испытал в тот момент, трудно пересказать. Вот во мне вот несколько секунд, вот реально момент истины. Вот, ну что ей сказать? Что я, мы не будем закрывать шахту, мы сейчас тут аккуратно, вот как-то, да. Ну, то есть обмануть, да. Вот, я набрал воздуха в грудь и говорю таким даже каким-то неестественным для себя, неуверенным голосом. Я потому что все-таки всегда так стараюсь все убедительно говорить, если я в это верю. А я говорю: нет, мы шахту будем закрывать. Вот, и поворачиваюсь к остальным и говорю: ее нельзя не закрывать. У вас здесь 5 человек гибнет в год. Она не производит то, на что вы могли бы жить, поэтому ее надо закрывать и развивать новые эффективные шахты карьерным способом рядом с вами. Да? И у меня после этого, и как-то я вот сказал и почувствовал, что я могу с этим справиться, потому что, я как бы, преодолел себя, что ли, да, и это дало мне какие-то силы, и дальше, вот представьте себе сцену, мы стоим на морозе, там 20 с лишним градусов мороз, и я 40 минут вот разговариваю с этим вот женским коллективом, который мне рассказывает про то, что с детскими садами проблема, с мужья безработными остаются, значит, нет зарплаты, нечем кормить детей, я думаю, что хуже сцены только из какой-то нашей военной истории, да, из блокадного Ленинграда. Вот, так сказать, хуже себе сцену трудно предположить. Вот, и я с ними вот стою, разговариваю, они говорят: вы решите наши проблемы?
Я говорю, я не знаю, но я очень постараюсь. Я говорю, одно вам могу обещать, что вот то, что я сейчас с вами здесь поговорил и полазил по вашей шахте, заставляет меня, ну вот все, что я могу, сделать для того, чтобы ваши проблемы решить, облегчить, куда-то их вот сдвинуть из той мертвой точки, в которой они находятся. И вот тоже забавно, как люди воспринимают. Они меня не отпускали в каком-то смысле, да, и в каком-то смысле, ну, надо мной в каком-то смысле издевались, держали меня на морозе, да, там, без шапки и так далее, да. И вот, значит, все это произошло, и одна женщина говорит, а ты обещаешь? Я говорю, обещаю. Вот, и тогда в Новокузнецке я пообещал рабочим и их женам, что я либо добуду для отрасли полумиллиардный займ Мирового банка, и тогда деньги пойдут на поддержание социальной сферы и на инвестиции в новые рабочие места, либо откажусь от идеи закрывать шахту. Они говорят, почему? Ты же только что говорил, что шахту нельзя не закрывать. Я говорю, что если мы, как правительство, сможем решить ваши проблемы, то тогда мы должны вам предложить это решение. А если нет, то вы должны выживать, как вы можете. То есть мы тогда не имеем морального права вмешиваться в вашу жизнь. Ну и вопрос, естественно, прозвучал. А если не будет ни займа и шахту закроют снова, что тогда будет? Я говорю, я тогда уйду в отставку. Мне почему-то показалось, что они поверили, что меня действительно пробрало, и что я действительно готов на карту поставить, ну, вот свою карьеру вице-премьера. Ну, потому что жить с этим невозможно. То есть ты либо решаешь проблемы этих людей, либо ты уходишь. Вот. И мы поехали на автобусах куда-то дальше, и нам перекрыли путь, ну, там, забастовщики. Вот. И тоже вот интересно, в автобусе такая паника, и говорят мне, вы, говорит, выйдите, поговорите, успокойте их и прочее. Вот. А я их лидеру профсоюзному, который с нами в машине ехал в автобусе, я говорю, выйди и скажи, что я к ним не выйду, и что объясни, что я обещал добыть им займ или уйти в отставку, и что я сейчас еду этим заниматься. Если они сейчас не разойдутся и не пропустят автобус, то тогда все мои обещания отменяются, и я выхожу с ними разговаривать и заниматься психотерапией. Вот пусть они выбирают между психотерапией и тем, что им реально обещали помощь. Пошел, значит, сказал, что-то они там посовещались, ну, вот, и расступились. То есть до людей можно достучаться. Похоже, что люди умеют отличить, вот простые люди, они умеют отличить искренность даже такого московского пижона, который приехал туда, да, от лжи и популизма даже своих местных заводил. И на меня это произвело очень такое вдохновляющее впечатление. Я потом всегда, когда вот и в Норильском никеле общался с работниками, и в других ситуациях, во мне всегда была вера, что до людей можно достучаться. Они реально расступились, поверили. Вот. Ну, я, естественно, вышел. То есть, раз такой жест уважения они и веры продемонстрировали, я вышел, значит, поговорил с ними, поехал, и транш добыли, значит, Мирового банка. Много людей над этим работали. И тогда, конечно, был совершенно другой уровень взаимодействия между нашими российскими ребятами и американцами, европейцами. Тогда казалось, что между нами возможна и дружба, и взаимопомощь, и уважение к взглядам и проблемам друг друга. Тогда казалось, что мы вместе. Да? И я даже такое словечко употреблял в разговоре, как говорят наши бывшие враги-империалисты, и, значит, дальше высказывал мысль. Вот. Тогда не верилось в то, что все так разладится. Вот. Тогда было по-другому. Но, тем не менее, несмотря на то, что я недолго пробовал в правительстве, были
моменты, которые у меня остались в памяти, и моменты очень такие теплые, я бы сказал, и очень помогающие мне, ну, понимать то, что происходит. Мне вот сейчас говорят, ты там уже оторвался, ты богатый парень, ты там ездишь на машинах там, с охраной и живешь в дорогих отелях, и летаешь частным самолетом, ты не понимаешь, что происходит вот у людей. Я, может быть, не знаю всего, что происходит. Конечно, я живу в другой жизни, но у меня навсегда осталась способность понять, сочувствовать, сострадать и что-то делать. Возможно, это стало серьезным мотивом для того, чтобы я занимался благотворительностью, ну, в большем масштабе, чем просто когда ты вот кому-то помогаешь, когда вот просто встречаешь какое-то несчастье на пути, а заниматься этим системно, институционально, развивая не только свои собственные проекты, но и условия для других проектов. Вот, возможно, тогда во мне это, ну, аппетит к этому, что ли, проснулся, когда я понял, что до людей можно, с одной стороны, достучаться, а с другой стороны, что они ждут, что кто-то придет и поможет. Ну хорошо, тогда я был вице-премьером, приехал в конкретный регион, где с углем проблема, да, но ведь этих проблем же куча везде, и уже не будучи чиновником, все равно, раз ты добился чего-то, раз ты достиг какого-то уровня, раз у тебя есть ресурсы, силы, данные тебе там Богом или судьбой, ну, надо поделиться им, надо что-то делать. А почему вы так непродолжительно были в правительстве? И какие отношения у вас сложились с Черномырдиным? Ну, Черномырдин ведь, он же красный директор, который большой очень путь прошел от такого совсем красного директора до человека, который там переучился из красного директора на премьера современного государства. Но, как кто-то пошутил, это было самое дорогое в мире образование. Вот. И будучи хорошим таким цельным человеком, он, конечно же, как руководитель был, ну, очень, очень старомоден, что ли, да. И люди у него там все вокруг него были, ну, вот такие же, как он. Я в правительстве оказался в 35 лет, следующему по возрасту было 50. Вот. Ну и не только возрастная, но и колоссальная культурологическая разница, она просто, ну, не предполагала, что я там приживусь. Кроме того, я почему-то забыл о своих навыках дипломата, которые мне всегда помогали. Я же в детстве учился в дипломатическом вузе, да, и многие уроки должен был бы воспринять. Почему-то меня переклинило. И я почему-то решил, что раз вот меня поставили на этот участок, и я вот на передовой, и должен что-то энергично менять, и делать, и вызывать у многих недовольство, то меня, значит, вот типа будут защищать, как-то прикрывать. А оказалось, что это совсем по-другому. Ты как бы сам себе предоставлен, и в некотором смысле ты должен и дело делать, и тыл себе прикрывать, и вокруг себя правильный имидж создавать. А я был абсолютно сырой с точки зрения пиара. Я вообще неправильно, что называется, пиарился, не знал, как это делать. Вот, поэтому не мог получить необходимой общественной поддержки в своей деятельности. А так, интерес, что вот молодого парня засунули, посмотрим, как он там справится. Я не смог из этого... не смог воспроизвести из этого поддержки. Может, то, что я делал, оно этого и не стоило, но я даже не попытался, потому что не умел. Это вот во-первых. Во-вторых, я был абсолютно чужеродным звеном там. И в-третьих, я с очень многими испортил отношения, когда что-либо делал, потому что был рисковат. И хотя это давало результат, это вызывало, ну, отторжение у коллег. И, конечно, я был в каком-то смысле обречен. Ну вот приведу вам, опять же, такой житейский пример. Традиционно каждый месяц мы мучительно вели переговоры с МВФ, Международным валютным фондом, о выдаче нам очередного транша под реструктуризацию наших бюджетных отношений там, и так далее. Вот. И сильно от них зависели. Ну, поскольку наша политика была в том, чтобы там сдерживать инфляцию, не прибегать к излишним там заимствованиям за счет ГКО, которые дорогие были и прочее. Вот, значит, транши МВФ помогали, значит,
эту политику осуществлять. Оставим сейчас в стороне, насколько это было эффективно и целесообразно. Но на тот момент это было то, чем, так сказать, жили. И получение каждого транша это было очень важно, потому что за этим стояли, если он не получен, невыплаченные пенсии, зарплаты, ну и прочие социальные, значит, неприятности. И поскольку был огромный перечень вещей, которые мы должны делать, принимать различного рода постановления, менять там, бороться с неплатежами, ну, принимать кучу мер. Потому что МВФ, он же не просто давал деньги, он давал под определенную программу. И знаете, как в школе, ты хорошо учишься, тебе вот, значит, хорошие оценки ставят и поощряют. А нет, так нет. Вот мы, значит, как ученики должны были что-то такое делать. А мы не делали ничего этого, или много из этого. И они каждый раз приезжали, вот такой список выносили, что вы не сделали, и журили нас. А мы, значит, ерзали на стуле и объясняли, что да вот мы уже вот завтра уже сделаем и прочее. Все это заканчивалось тем, что либо Черномырдин должен был звонить Гору и просить его лично, так сказать, Альберт, вот в этот раз, пожалуйста, дай нам транш. Ну, либо уже Ельцин Клинтону. То есть это всегда превращалось в проблему. И в какой-то момент меня, значит, поставили на эти переговоры. Потому что, вообще говоря, Лившиц вел обычно эти переговоры, министр финансов. А я был первым вице-премьером, который курировал, но непосредственно переговоры не вел. И в какой-то момент, вот, значит, мне поручили тоже, как вот важный участок, задержка, по-моему, за 2 месяца была этого транша, вот, значит, усиленную команду высадили. И меня, и Лившица, и вот всех, кто был живой, значит, всех посадили за стол. Приехала делегация МВФ и говорит, вот список вещей, которые вы не делаете, пока вы их не сделаете, мы вам транш не дадим. Вот. И тут я сделал очередной шаг к своему увольнению. Я, значит, проштудировал этот список и на переговорах говорю, знаете, я что вам хотел сказать? Вот из этого списка, из 40 пунктов, которые вы нам инкриминируете, что мы не делали, мы 35 делать не будем. То есть не сделали и не будем делать. Ну, естественно, такой недипломатичный ход вызвал обострение на переговорах, но он открыл дорогу к тому, что я смог с ними объясниться по поводу того, что многие вещи, они уже стали рудиментами, они нам уже не нужны, или мы так не можем сделать. Поэтому предпишите нам делать то, что нужно, полезно и что мы можем сделать. Не ставьте нам невыполнимых задач или задач, которые ведут не к тому результату. Мы отобрали 5 мер, которые действительно, реально в этот момент были актуальны. И я говорю, если вы хотите, чтобы мы продемонстрировали квалификацию, политическую волю, дайте нам тоже возможность сделать то, что целесообразно, то, что сейчас можно сделать. И в результате тяжелых 3-дневных переговоров в итоге мы сошлись на том, что мы делаем определенный перечень вещей сразу, определенные вещи, опять же, под честное слово, что сделаем, они согласились, что мы откладываем, но я пообещал, что мы их именно делаем, да, не вот в дальний ящик, а делаем. И под это они согласились снять все остальные требования, ну так их убрали со стола. И мы получили сразу, по-моему, на 2 или на 3 месяца транш, потому что они поверили в то, что мы действительно серьезно озаботились этой проблемой и будем ей заниматься. Это я не к тому говорю, что я вот такой смелый, отвязанный парень, которому там море по колено, а просто хочу подчеркнуть, что проблемы были непростые, их простыми способами они не решались. И чтобы сдвинуть эту инерцию с места, приходилось делать вещи, которые, мало кому нравились. Соответственно, раз они мало кому нравились, соответственно, и шлейф соответствующий был. Вот. И в этом смысле, опять же, я не хочу сказать, что я там пострадал за геройство. Скорее наоборот, я говорю, что я употребил свои какие-то дипломатичные качества. Я медленно учился правильному позиционированию, потому что у меня откуда-то взялось ощущение, что вот все тут всем миром должны помогать. Но я так нарывался, что меня не могли просто не снять в скором времени, что и случилось. А вот еще была история, когда на вас набросились Березовский с Гусинским и обвиняли в том, что вы... А это позже уже было. Это было уже после истории со Связинвестом, с приватизацией, когда я уже не был в правительстве и решил поучаствовать в приватизации Связинвеста. Здесь, опять же, такое столкновение идеологическое произошло. Если коротко, то оно выглядело так. Чубайс с Немцовым, придя в правительство, объявили новые правила игры, что теперь все приватизировать будем дорого, прозрачно, и, короче говоря, своих больше поддерживать не будем. В том смысле, в котором я это рассказывал про ранние этапы приватизации, когда
российским структурам предоставляли возможность, по крайней мере, обсуждалось это, чтобы они готовили предприятие к продаже и потом продавали. Вот тут вроде как новые правила игры, все прозрачно, все по-западному и прочее. И были люди, которые с этим были согласны, ну, внутренние бизнесмены, да. Я, например, был готов по любым правилам играть. Если царедворские правила, ну, значит, будем играть по царедворским правилам. Если правила там открытые и прозрачные, ну, значит, по открытому и прозрачным. Только скажите, по каким правилам играем, и по дороге их не меняйте. Вот. Некоторые наши сограждане во главе стоящим Березовским считали, что должно быть по-другому. Ну, вообще, Березовский был идеологом такого, внешне он такой вроде как был, рассказывал про демократию и про либерализм. На самом деле он был очень таким Распутиным, и очень он любил рыбку в мутной воде. Поэтому, конечно, установление прозрачных правил, где нельзя манипулировать, его не устраивало. Причем, мне кажется, что это дело было не в деньгах, не в богатстве. Там он не завидовал тем, кто зарабатывает деньги. Это скорее было про власть. И любые правила прозрачные, мне кажется, ему были неприятны. У меня такое впечатление сложилось. Ну, поэтому такое столкновение и привело к тому, что выставили на открытый аукцион, взяли много денег, не стали это распределять каким-то иным образом, соответственно, получите. И я получил атаку информационную, где меня там смешали с грязью. А Чубайс и все остальные получили это самое дело писателей, там, или как оно там называется, да, когда их дискредитировали, обвинили в том, что они под видом гонорара за книгу берут взятки. Причем прикольно, что происходило это в момент, когда Клинтон, по-моему, или Хиллари Клинтон, сейчас не вспомню, получили что-то, по-моему, $5 миллионов аванс за книгу, которую обещали написать. И вот, значит, за там 50 тысяч, которые обещала группа авторов, значит, взяла за книгу, которую обещала написать, их обвинили в коррупции, всех поснимали и прочее. А на то, что это абсолютно нормальная практика, никто не обратил внимания. Ну, такое было время. Я про Связинвест разговаривал со многими непосредственными участниками, и почти все говорят, что они считают, что Связинвест так или иначе стал ключевым моментом в истории страны, что, после которого и Борис Немцов сгорел как преемник, и внутри вот этого либерального лагеря произошел такой раскол между бизнесменами и Чубайсом и так далее. И что, возможно, это все привело к другому ходу истории, что могло бы все сложиться совсем не так. Насколько вы согласны с этим, что именно Связинвест был таким переломным моментом? Я с этим соглашусь. Связинвест действительно оказался переломным моментом. Причем в тот момент особо этого, мало кто это осознавал. Пожалуй, из тех, кто участвовал в разговорах вокруг этого, я это слышал только от Юмашева, который говорил, что, слушайте, вот похоже, что это приведет к непредсказуемым деструктивным последствиям. Потому что начинается война, и вот я, например, он говорил, не хочу ни на чьей стороне в этой войне участвовать. Вы мне все дороги, значит, царедворцы и рыночники. Вот. И, говорит, Ельцина неправильно в это вмешивать. Вот такая у него была позиция, как у главы администрации, и как у человека, который хорошо знал Ельцина. А называя своими именами вещи, драка за такой, как тогда казалось, жирный кусок, вызвала такой негатив, что действительно расколола, можно сказать, всю слабо сформировавшуюся элиту на два лагеря, и началась самоуничтожительная, взаимоуничтожительная война. Вот уж где были созданы прецеденты некрасивого использования средств массовой информации. Вот уж где вовсю пошли методы возбуждения уголовных дел, различного рода там, подставы, удары ниже пояса и прочее. И это так расшатало, так сказать, нашу нестойкую демократию, что она как-то мягко скатилась в хаос из такого либерально-демократического течения. Мы как-то выпали сразу в бардак, в хаос и в скандал. И это надломило, я бы сказал, хребет вот этим вот реформам. Если все, что было в 90-е годы, считать некой историей реформ, то, возможно, даже не 98-й год, не кризис, а именно вот история вокруг Связинвеста, она надломила хребет всем, власти, элите, вот всем. Избаловала, так сказать,
неправильными действиями, развратила неправильными действиями всех, начиная от самой элиты, самих бизнесменов и кончая силовиками и, извините, средствами массовой информации. И если вы меня спросите, а меня часто спрашивают о том, вот ты там жалеешь там о чем-нибудь, что ты там в своей жизни делал или нет. Тут вопрос не в том, там жалеешь, не жалеешь, а вот что бы ты мог бы переделать, если бы вернулся. Вообще-то я, в принципе, считаю, что не надо ни о чем сожалеть. Это все дает нам какой-то опыт, с которым мы должны уметь жить. И, как говорят китайцы, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Тем не менее, если в такую игру поиграть, что бы ты изменил, какие свои решения в прошлом ты бы изменил, то, конечно, Связинвест это была ошибка, и не нужно было во все в это связываться, потому что там, как выяснилось, ничего нельзя было выиграть, но проиграть можно было все и всем. Поэтому все, начиная с меня и кончая всеми, кто в этом участвовал, на мой взгляд, сделали большую ошибку, что вообще во все в это втянулись. Но при этом возможно, вообще было не время еще таких жестких перетрясок, да? Возможно, еще должен был продолжаться какой-то период, ну, не знаю, более таких мягких, что ли, правил, большего протекционизма, что ли, да? Потому что, смотрите, с одной стороны, все говорят, вот ай-яй-яй, там, залоговые аукционы, такие скандалы, как же так, да? Но в результате, как я уже сказал, так или иначе получили эффективных собственников, флагманов индустрии. А здесь устроили то же самое, да, только в большем масштабе, и страна треснула, да. То есть стоило ли так делать? Стоило ли нам в этом во всем участвовать? Стоило тем, кто это придумал, Чубайсу с Немцовым, стоило ли бы на этом этапе вбрасывать такую жесткую проверочную такую историю, да? Похоже, что они недооценили свой ресурс. Они же в каком-то смысле гарантировали тем, кто будет играть по новым правилам, что у них будет, что они будут в безопасности, что их защитят, что они будут, так сказать, программа защиты свидетелей, так сказать, да, а не справились и сами сгорели. То есть переоценили свои возможности. И это открыло период такого хаоса, беспорядка, чехарды. Анатолий Борисович Чубайс, по-моему, не считает это ошибкой до сих пор, ну или, по крайней мере, не говорит вслух, что это была ошибка. Можно я в последний раз сегодня поступаю вот этим адвокатом дьявола? Не зарекайтесь. Не зарекайтесь, выступайте. А проигравшая страна считает, что их, условно говоря, кинули, да? Гусинский считает, что он участвовал в предпродажной подготовке, курировал этот проект и рассчитывал на то, что в том контексте честно было бы не формально честно-честно, да, то есть кто больше денег даст, а честно было бы дать закончить процесс в соответствии с договоренностями. А то, что произошло, было нечестно, потому что был сговор, произошел такой, скажем, инсайд-трейдинг, да, деньги, которые принесла ваша страна, были частично государственными, и из-за этого они набросились на вас. Ну, смотрите, значит, обсуждать, кто в этой ситуации выиграл, кто проиграл, достаточно абсурдно на фоне того, что я высказал свое мнение, что это вообще в каком-то смысле все развалило, да, переломило хребет, так сказать, всем реформам. Поэтому на фоне такого крупного несчастья обсуждать, кто там что выиграл, кто проиграл и почему, это так, мелочевка. А возвращаясь к тому, кто прав, кто виноват, еще раз повторюсь, что здесь все виноваты. И кто втянулся в это, и кто считал, что он там круче других и сможет тем или иным способом это доказать. Да? Кто-то, значит, щеголял способностью привлечь финансирование, кто-то щеголял возможностью наехать в средствах массовой информации, кто-то тем, что он может уголовные дела умеет возбуждать или политиков смещать. Вот весь ужас, весь абсурд, так сказать, недореформированного нашего, так сказать, государства, он вот вылился как капли воды в этом самом Связинвесте. И я с этой точки зрения говорю, что, возможно, это была ошибка. Ошибка в том, что такой жесткий эксперимент над бизнес-сообществом и над элитой устроили вот именно в этот момент. Ресурса было недостаточно.
у тех, кто это инициировал, конкретно говоря, у Немцова и Чубайса, у них был определенный план, было определенное намерение внедрить определенные правила. А ресурса сделать это не хватило. То есть они недооценили свой ресурс. И сейчас можно обсуждать и в других терминах, была эта ошибка, не была. Может быть, все равно нужно было сделать и сгореть. Но это уже, как говорится, все в разговоры в пользу бедных. Когда это затевалось, думали, что будет другой исход. Все думали, что будет другой исход, а получился такой, какой получился. И с этим вот живем. Ну, давайте продвинемся чуть-чуть вперед, Давайте. поговорим про Кириенко. Скажите, вы считаете, был у премьера Кириенко шанс избежать как-то дефолта? У Кириенко был шанс остаться премьер-министром и побыть подольше премьер-министром. И, возможно, это пошло бы всем нам на пользу, потому что Кириенко человек новой формации и весьма способный. Это было очевидно уже в то время. А сгорел он, на мой взгляд, тоже по недоразумению. Ведь дефолта было избежать нельзя. Все к этому шло, это объективная вещь. Вы не можете, так сказать, бороться с природой. Да? Другое дело, что можно было это правильно пережить. Не надо было давать обещаний, что не будет дефолта. Да? Может быть, не нужно было спасать эту пирамиду ГКО. Может быть, нужно было объясниться как бы с людьми и не... Понимаете, я вот так скажу по-другому, что проблемой реформаторского правительства, в том числе и того, в котором я был, было то, что изо всех сил пытались удержаться в рамках приличий. Вот, грубо говоря, нельзя, чтобы инфляция зашкаливала. Значит, будем брать ГКО по 200%, значит, по 200%. Вот не дают под нормальный процент, будем брать под любой, лишь бы удержать вот это вот, ну, извините, догматичное монетаристское представление о том, как вот должна себя вести денежная масса. Если бюджет не принимают, значит, коммунисты, страна без бюджета не может жить, не может страна войти без бюджета в год. Значит, надо любые компромиссы, в том числе абсурдные. Вот, опять же, небольшое лирическое отступление. Когда бюджет 1996 года слушался в Думе, а я был, значит, вице-премьером в правительстве Черномырдина, я не так тонко разбирался в бюджетных нюансах, но популистский невыполнимый бюджет от нормального отличить мог. И когда я попал на заседание Думы и увидел всю вот эту первобытную демагогию, когда финансисты объясняют, что ну вот такие возможности, такая собираемость налогов, вот такая инфляция, вот такие параметры, да, в которых мы должны вот это вот одеяло кроить. А им говорят, ерунда, дайте денег сюда, дайте туда, вам что, не жалко, вам что, жалко дать денег на социальную сферу, вам что, жалко дать учителям и докторам денег? Да денег не жалко дать, просто их нет, их вот конечное количество. И вот непризнание того факта, что есть разумные возможности, через которые не перепрыгнешь. Вот когда это никто не слушает, я считаю, что нужно ситуацию взрывать. Я что-то все посидел, послушал, а потом так робко на правах новичка говорю Черномырдину, говорю, Виктор Степанович, говорю, а мне что-то кажется, что они взорвались, вот эти ребята, они вот совсем оторвались от действительности. Он говорит, вот открыл мне секрет, а дело-то что предлагаешь? А я говорю, вот вы сейчас выйдите ваши заключительные речи и скажите, что вы бюджет отзываете, что бюджета не будет. Потому что популистский бюджет мы принимать не будем. Ответственность за это лежит на коммунистах, которые вот популистскую такую позицию заняли. А мы будем финансировать, как положено, 1/12 от прежнего бюджета. Что, плохо, что ли? Ну, и вот я видел в нем такую прям вот борьбу минутную, да. Ему хотелось так сделать. Но вы же это, конечно, круто и правильно. Вы, так сказать, не можете нормальный бюджет принимать, импотенты. Вот живите без бюджета. Вот круто было бы, да? Но с меня-то что, взятки гладкие были, да? Я же говорю, я же забыл про свое дипломатическое прошлое. А он, наверное, не мог так себе позволить поступить. И все-таки решили, что без бюджета жить нельзя. И компромиссы, плохой бюджет. Потом Чубайс пришел весной следующего года, его секвестировали. Ну, то бишь, обрезали, да, уже насильственным путем, когда выяснилось, что обещания, которые давали, выполнить правительство не может. Вот
куча таких была ситуаций вот в истории, так сказать, реформаторского правительства, когда напрягали жилы до предела для того, чтобы вот сохранить приличие, не выносить ссоры из избы, там, не делать необычных каких-то вещей, не плодить плохих новостей. А может быть, надо было в какой-то момент сказать, что все, мы же так надорвемся, поэтому давайте по-другому. А по-другому, вот, то, что случилось в 1998 году в результате дефолта, всегда можно сделать самим и заранее. Ну, я так немного тоже сейчас уже в популизм скатился. То есть, грубо говоря, управляемый дефолт – это лучше, чем вот такой, который обвалился, когда уже силы на исходе. Пока запас сил был, надо было вступить в какие-то мероприятия по реструктуризации всего этого дела. От каких-то обязательств отказаться. Да, сказали бы, что это нехорошо, но нужно было это пережить. А вот тянули до конца. И на этом сгорел Чубайс, сгорел Немцов, сгорел Кириенко. То есть запалили огромное количество людей, которые могли бы принести пользу, потому что они были способными и работящими. А ресурс спалили, зазря, так сказать. А Ельцин на тот момент вообще оставался у руля? Он в этот период времени реально руководил страной? Или на самом деле, как многие сейчас утверждают, в последние несколько лет его президентства все решения принимало его окружение? Ну, я с тех пор, как ушел из правительства, и тем более там перессорился с рядом влиятельных товарищей, я так особого доступа не имел. И с Ельциным общался всего один раз с тех пор. Вот, на общей встрече. Тоже, когда разбор полетов был. Хорошо мы живем или плохо. Поэтому я в деталях не могу сказать. Но, как я уже сказал, Ельцин был идеалистом. И он верил тем людям, которым он что-то поручал и что-то доверял. И жил в представлении о том, что то, что они ему рассказывают, это случится на самом деле. А, к сожалению, какое-то количество людей было неспособных в окружении. Какое-то число людей умышленно, так сказать, злоупотребляли его доверием. Поэтому ему, конечно, тяжко приходилось. Ну вот тогда появился термин «семья», какая-то такая таинственная группа людей вокруг Ельцина, в которую входили далеко не только непосредственные члены семьи, и вот эта «семья» в кавычках в тот момент всем руководила. Какая доля правды в этом? Терминов много появилось там. Семибанкирщина, олигархия, семья. Русские умеют приклеивать ярлыки к различного рода явлениям. Это наша такая национальная способность. Я думаю, что правда была ту, которую я знаю, в том, что еще с выборов 1996 года в помощь своему отцу активно включилась Татьяна, дочь. И, на мой взгляд, ее роль была весьма позитивна. Да? Она, как и, кстати говоря, дочери многих президентов, теперь же в современной истории, мы знаем, да, включаются в предвыборные кампании своих отцов и потом тоже работают, в основном, как правило, уделяя больше внимания имиджу. Вот. И в этом смысле, да, об имидже отца, конечно, Таня беспокоилась и занималась этим, и даже на какой-то официальной должности типа советника занимала. Но за пределами этого я никогда не видел, чтобы она как-то на кого-то влияла или кому-то какие-то указания давала. Поэтому, если из этого был сделан вывод, что это семья, то вот в этом, как говорится, ничего страшного-то и не было. Вот. А как я уже сказал, в такую глубокую, так сказать, политическую, глубинную политическую жизнь, вот эти вот все подковровые игры, я просто не был включен. Поэтому компетентно об этом судить не могу. Скажите, а как вы сейчас оцениваете роль правительства Примакова, которое пришло после дефолта? Многие говорят, что оно было на удивление эффективно, потому что, несмотря на то, что Примаков был таким ретроградом и человеком старой формации, что это правительство справилось со своими задачами, и экономика в результате пошла вверх.
А кто-то говорит, что им просто повезло, что они не наломали дров, а экономика пошла вверх просто за счет того, что был дефолт, и, соответственно, вот этот рублевый баланс сыграл свою роль. Ну, я думаю, что вы меня, поскольку приглашаете дать оценки конкретным людям, это всегда сложно, и Примаков человек во всех отношениях уважаемый и, можно сказать, выдающийся. Поэтому оценка самого Примакова у меня несколько расходится с оценкой правительства. Да? Я, кстати говоря, с Примаковым был соседями некоторое время, и в каком-то смысле немногому, но кое-чему у Примакова подучился. И в этом смысле я ему благодарен, как представителю старшего поколения, который мне что-то смог такое передать и где-то мне подсказать. Но правительство Примакова, это, конечно же, результат действия правительства Примакова, конечно же, в основном связан с посткризисным урегулированием. После того, как все обвалилось в 1998 году, точка старта была настолько низкой, что в каком-то смысле от этого правительства мало что зависело. Все равно некоторое время все шло на улучшение. После такой серьезной грозы отсутствие дождя или грома уже кажется хорошей погодой. Но люди, которые в нем работали, все-таки это в основном были, опять же, люди старой формации. А я не то чтобы там к возрасту какие-то претензии имел, но просто объективно говоря, с определенным бэкграундом, с определенным образованием, жизненным опытом, там, к 60 годам, ну, уже тяжело, наверное, меняться, и люди продолжают действовать в парадигме, ну, своих представлений, да, а эти представления, ну, были старыми, да. Вот, поэтому я никаких подвигов от примаковского правительства не ждал. Просто они, что называется, пользовались удачной ситуацией после кризиса. Вот. Но при этом, возможно, этот период тоже был необходим, потому что перед грядущими выборами стране как-то надо было успокоиться. То есть страна хоть на какой-то момент, люди должны были перестать испытывать каждодневное отвращение от того, или раздражение от того, что происходит. И в этом смысле пригодились личные качества Примакова, который такой папочка всех детей, он умел спокойно сказать. То есть он больше, мне его роль, кажется, была позитивна с точки зрения какого-то временного такого спокойствия, затишья такого, да, перед выборами он обеспечил. Но скорее в личном качестве, чем как правительство. Да? Ну вот если можно такое странное суждение, да. Вот. Но, опять же, поскольку после дефолта у меня у самого хватало чем заниматься, были, как говорится, руки полные цветов, я превратился из человека, у которого многомиллионное состояние, в человека, который должен больше $1 миллиарда. Это должен вам доложить тоже не самое приятное ощущение, и чтобы пережить его, и, так сказать, тоже не сломаться, не отчаяться и не потерять веру в свои силы и в будущее, тоже нужно было над собой поработать. И это тоже закаляло характер. Вот. И вот если бы можно было этого избежать, например, и вот вернуться назад и по-другому все сделать, то, наверное, конечно, соблазн велик, что без этого, да, но, с другой стороны, если бы знать, что с этим справишься, то уж лучше через это прожить, потому что, опять же, это очень много дает для жизненного опыта. Я в своей жизни дважды терял все, да. Строго говоря, трижды. Первый раз, когда я ушел из Министерства внешней торговли, я оставил все, карьеру, вот, будущее, к которому я готовился 29 лет и начал с нуля. Второй раз, когда во время дефолта все было потеряно. И третий раз, когда во время кризиса в 2007-2008 году. То есть я трижды переживал ситуацию, когда приходилось все начинать сначала. Ну и, возможно, это то, что отличает бизнесмена от человека, который предпочитает работать за зарплату. Да? Бизнесмен – это человек, который может быть богатым, может хорошо и красиво жить, но может в одночасье все потерять. И тот, кто не готов морально-психологически к такому уровню, встряскам психологическим, то ему лучше работать за зарплату. И только если ты чувствуешь себя внутренне готовым к такому
риску, к таким постоянным испытаниям, ну, тогда вот можно себя попробовать в бизнесе. У нас время почти к концу подходит. Можно я вам Я. пару вопросов про Путина задам? Да, давайте. Вы были знакомы с Путиным до его назначения? Да, я с Путиным познакомился где-то в начале 90-х годов, когда мы собирались открывать филиал нашего банка в Санкт-Петербурге. Мы приехали с партнером в Санкт-Петербург и встретились с Путиным, поскольку он был вице-губернатором, который за это отвечал. И вот с ним побеседовали, познакомились, пытались заручиться его поддержкой, что мы приходим в город, что будем обслуживать там местные предприятия там, и так далее. Ну и рассказывали ему всякие красивые истории, как это будет здорово для города, для предприятий, что мы будем давать кредиты, что мы будем помогать в экспортно-импортной деятельности. Ну и все, что еще могут рассказать люди, которые хотят открыть банк и открыть для себя новый рынок. И вот тогда у нас состоялось с ним первое знакомство. Причем он болел, был на больничном, но узнав, что вот мы, как он говорил, такие крутые парни из Москвы, значит, притащились в Питер, он из уважухи нас все равно принял там, вот, и с нами побеседовал. Вот так состоялось первое знакомство. А у вас тогда какое впечатление сложилось? То есть можно было представить себе, что этот человек будет президентом России в будущем? Вы знаете, Путин очень не похож был тогда на будущего президента России. И вообще не было в нем, знаете, такого вот характерного для многих начальников, такого гонора, такого начальственного. Он был очень спокойный, выдержанный, такой, я бы даже сказал, обходительный. Вот. Скорее собеседника, то бишь нас, провоцировал на то, чтобы мы больше рассказывали, что-нибудь сказали, за что можно, так сказать, зацепиться. То есть совершенно никакой агрессии. Вот. Но при этом вот в разговоре, вроде разговор такой короткий был и такой очень общий, тем не менее в ключевые моменты разговора такие стальные нотки у него уже тогда проскальзывали. Ну вот, например, вот мы рассказали все, как все будет здорово, и что хотим, чтобы он поддерживал и так далее. Он говорит, ну а что, если я поддерживать не буду, вы что, не откроете банк, что ли? Ну, интересная такая провокация. Я говорю, нет, не откроем. Он говорит, почему? То есть, ну, грубо говоря, не верю. Я говорю, ну, потому что бизнес хорошо идет, когда его приятно делать, когда все вокруг довольны. А если мы сейчас придем туда как инородное тело, а вы нас начнете это выталкивать, нам, говорю, такое удовольствие. Зачем? Мы рискуем своими деньгами. Мы хотим, чтобы нас приняли, что называется, с открытым забралом. Вот. Ну, так посмотрим, говорит, а польза-то будет от вас? Ну, как-то так он сказал. То есть, вот, с одной стороны, обходительность, доброжелательство и все что угодно, а с другой стороны, ключевые вопросы в беседе он, во-первых, не упускал, а во-вторых, обозначал их вежливо, но достаточно жестко. Что и позволяет мне говорить о том, что при том, что он не производил впечатления человека, который вот рвется к власти там, или как-то его власть интересует, при этом в нем властность, такая едва заметная, она проскальзывала. А для вас сюрпризом стало его назначение? Нет, абсолютно нет. Хотя, как уже говорил, я не был вовлечен вот в эту вот внутреннюю там кухню, как там формировали преемников и прочее, но то, что Путин назначил премьер-министром, пардон, то, что Ельцин назначил премьер-министром Путина, в каком-то смысле было, ну, для меня ожидаемое событие, потому что предыдущие кандидаты, ну, не соответствовали критериям человека, который мог бы подхватить знамя, так сказать, да, и, обеспечив преемственность, понести его дальше. Вот ведь речь шла фактически, если вот такой фронтовой логикой, о том, что нужно было подхватить знамя. Потому что понятно, что Ельцин был, так сказать, его срок на исходе, и силы его, и возможности на исходе. И опять так незримо вставал вопрос, как будет дальше. Будет преемственность власти, будет продолжен путь, тот, который был намечен в целом, да, на те ценности, которыми Россия, от которых она ранее мечтала и которыми она сейчас живет. Вот. Либо будет какой-то перелом, откат там,
и прочее. Вот. И Путин, да, производил впечатление человека, который знамя способен подхватить. Последний вопрос тогда вообще в целом Да. про 90-е. Понятно, что для вас это было время вашего персонального становления. Как вы сейчас воспринимаете эти годы, вообще все это десятилетие? Это время надежд, это время разочарований. Ну, 90-е годы это молодость. А молодость — это надежды, это ошибки, это всплеск энергии, это громадье планов. Я 90-е годы вспоминаю с благодарностью о том, что они были в моей жизни. И что они помогли мне, прожив их, многое о жизни понять, многого добиться. Они послужили для меня определенным трамплином в жизнь. И не только потому, что я начал бизнес, не только потому, что я разбогател, но я встал на ноги в эти годы. И я так и вспоминаю это время, когда я оперился и, так сказать, вылетел из гнезда, и вот лечу с тех пор. Владимир Олегович, мы не упустили чего-нибудь такого важного и ключевого, о чем стоило бы спросить именно вас? Да нет, мы с вами долго беседовали. Из тех вопросов, которые вы перечисляли, вы меня не спросили, когда стало ясно, что Путин изберется президентом и так далее. Вот. Единственное, что вы меня не спросили. Ну, раз не спросили, так не спросили. В этом я просто вспоминаю, чего вы не спросили. Ну, когда стало ясно? Теперь я не могу не спросить. Когда стало ясно? Ну, просто то, что Путин избираемый, что он изберется, было мне, например, ясно с самого начала. Но ведь вопрос не только в том, изберется тот или иной кандидат или нет. Вопрос в том, каким он будет президентом. И было два эпизода, которые мне дали ответ на этот вопрос. У каждого, наверное, они были свои, возможно, они другому человеку покажутся малозначительными, но мне они запали. Во-первых, интервью Наины Оссина, которая дала вскоре после назначения Путина премьер-министром. Она дала такое обширное интервью, в котором, в частности, сказала, что вот Ельцин доверил, так сказать, подхватить знамя Путину, и многие сейчас не понимают, почему это произошло. И она говорит, вы, говорит, поверьте, вот вы увидите, что это было правильно и эффективно. Слова, возможно, были другие, но смысл был в этом. И я поверил. Я не знаю, почему. Как так бывает, просто чему-то веришь, а чему-то не веришь. Это вот так было сказано, что было ясно, что в этом выплеснулись вот все сомнения, все переживания Ельцина, все, что вот он пережил, и все, что ему предстояло вот оставить позади, вот они выплеснулись в этом решении, и его супруга, видимо, это хорошо чувствовала, и она просто сказала, что вы поверьте, что это не, так сказать, случайное решение. А другой эпизод, который произвел на меня впечатление, это когда, каким будет, так сказать, наш новый президент. Ельцин был в Китае. И, ну, все помнят, что он мог там, так, с царского плеча ляпнуть что-нибудь, да, какую-нибудь загогулину. Вот. И там, я уже не помню, вокруг какого вопроса была полемика, вот, но что-то ему американцы не понравились. И он говорит, что Клинтон, говорит, забыл на минуточку, что у России есть ядерное оружие. Но все так притихли. Как это понимать вообще? То есть просто так брякнул. И имел в виду какой-то, там, не знаю, напугать, там, не знаю. Ну, что это было? Значит, что это было? И все так притихли, и значит, Путину, который был премьер-министром в этот момент, предлагают объясниться. Да? И он, ну, на мой взгляд, оказался в достаточно деликатном положении, потому что заявление рисковато, и поддерживать риторику такую, да, бряцание оружием, ну, вроде как не комильфо, да?
дезавуировать слова президента своей страны вообще не годится, да? Вот, и я помню, мне было очень интересно, что он скажет. И вот вроде такая мелочь, он сказал, что Россия будет защищать свои интересы и будет, если нужно, защищать их жестко там, и так далее. Поэтому не удивляйтесь, что президент твердо стоит за отстаивание интересов. Что касается ядерной составляющей, так ее уже никто не отменял. И вот как-то он это так сумел сказать, не дезавуируя, так сказать, слова своего, так сказать, президента, да, и того, кто ему доверил, в то же время заняв как-то свою линию, и вот сочетание этой дипломатичности и той вежливости, если хотите, обходительности, которую я заметил много лет назад, с этими стальными струнками в голосе, которые он умел включать, когда дело касалось важных вещей. И вот, услышав это, я лишний раз подумал, что да, он будет сильным президентом. Отставка Ельцина стала сюрпризом 31 декабря? Ну, это для всех стало сюрпризом. Я вообще сидел там, готовился выпить, закусить перед Новым годом, и вдруг, значит, такое вот новогоднее поздравление. Вот. Но, знаете, я в этот момент почувствовал, может быть, кем был Ельцин, как вот никогда, да? Ведь историки будут разбирать, что он хорошо делал, что плохо, где он был, так сказать, на танке, на коне, а где, так сказать, нет. Вот. Но вот эту ночь, я думаю, что две вещи невозможно стереть из памяти. Первое – это то смирение, с которым он принял свою собственную отставку, да, и то, что он попросил прощения у людей, это, на мой взгляд, высокая нравственная сила. Большая ошибка было бы считать это слабостью. Это покаяние. Покаяние – это удел нравственно сильных людей. И, во-вторых, мужественный жест. Мужественный жест. Уйти самому досрочно, без давления. Красиво. Я слышал от кого-то выражение такое, что Ельцин пришел красиво и ушел красиво. Да? Возможно, кто-то, кто к нему хорошо относился, кто испытывал к нему какое-то тепло, запомнит его именно таким мужественным в своем решении и трогательным в своем покаянии. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо огромное, было очень интересно. Да мне самому интересно было. Вы так хорошо играете роль адвоката дьявола. У меня оставалось только подавать материал. Я очень осторожно, потому что переживал. Хорошо. Ну что, спасибо. Тогда давайте я отдам вам оборудование.